Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, а еще долгие стримы. А сегодня мы с вами поговорим о моей новой покупке. Это телефоне OnePlus 7T Pro. Я расскажу, почему я ее купил, какие мои первые впечатления и стоит ли вообще тратить эти деньги на такой аппарат, при том, что недостатков в нем более чем достаточно, и это не только отсутствие возможности загрузить туда флешку, карту памяти и то, что он скользкий. Скользкие сейчас, в принципе, все телефоны, начиная, не знаю, от 5000 рублей, заканчивая до 20. Теперь начнем потихонечку. Во-первых, это первый, точнее, это последний на данный момент от OnePlus телефон, который у нас по всем тестам, во всяком случае, те тесты, которые я сейчас установил на него, показывает второе место в мире по скорости. Что это значит? Это значит, если вы погуглите, в общем, поищите, какой телефон первый и сколько он стоит, вы очень сильно удивитесь. Да, всем привет! Утро, доброе воскресенье. У меня сегодня, кстати, день рождения. Поздравьте меня. И не забываем прожать лайк, потому что это такой, как вы понимаете, еще один странный стрим-распаковка, который вы можете увидеть на моем канале. Я очень часто так делаю, и на Mi Watch будет то же самое. Но вернемся к телефону. Приходит он к нам вот в такой вот упаковке красненькой. Здесь написано OnePlus 7T Pro. И здесь маленький сразу момент. Один, скажем так, из основных моментов. Есть у них глобальная версия и китайская версия. Китайская версия притом стоит где-то примерно на 100 баксов дешевле. И большинство из пользователей, которые знают, что такое OnePlus T, будут кричать, что китайская идет с Hydrogen OS, с другой операционной системкой. Но дело в том, что даже китайскую легко перепрошивать на глобалку, и, соответственно, у вас аппарат сразу становится на $100 дороже на Oxygen. То есть у меня сейчас китайский аппарат с оксидженовской прошивкой глобальной. И NFC работает, и все другие плюшки, которые есть за глобалки, у меня есть фактически в китайской версии. Вот. Значит, мы уже поняли, что можно купить китайскую версию вместо глобальной. Кто вам будет накатывать ее, неизвестно, но если вы совсем, образно говоря, тутунги, как и я, можно прийти в сервис, заплатить 1000 рублей какому-нибудь своему другу, и он вам поставит глобалочку. Летим дальше. У нас два варианта аппаратов. Это помимо того, что они китайские либо глобальные, они одинаковые. Два варианта — это на 8 гигабайт и на 12. Маклареновская на 12 гигабайт смысла покупать я не вижу вообще никакого, потому что они намного дороже, эти аппараты маклареновские. И 12 гиг оперативы я не знаю, кому может понадобиться. При том, что памяти у них одинаково, что там 256. Единственное, у Макларена чуть-чуть другая расцветка вокруг камеры, плюс чехол. На этом мы кратко закончим по поводу того, что вариантов в принципе нет. Если вы хотите OnePlus, вот OnePlus 7T Pro, китайской версии, это фактически лучший выбор из OnePlus, потому что все остальное либо переплата, либо старенькие они. Я называю еще OnePlus определенного рода, не знаю, золотом. Почему золотом? Потому что когда вы заходите в магазин и покупаете золотое какое-то украшение, это один, кстати, третий минус, то OnePlus, вот сейчас я его, допустим, купил за 45 тысяч, за 46. Кстати, на Алиэкспрессе во время Black Friday по ссылке будет 42 тысячи, плюс можно, наверное, еще дешевле найти, но там хотя бы официальный магазин. Так вот эта штука сразу дешевеет в течение месяца на 70%. То есть OnePlus, если я сейчас купил его за 45, либо купил в Китае бы за 42, где-то через полгода бы он стоил уже 38, и это факт. Дальше, к чему это все? К тому, что я очень рад, что 70 человек собралось с утра. Возможно, вечером я тоже еще один стрим сделаю. Но очень мне не терпелось проверить, как все-таки с утра будет люди приходить или нет. Тем более не у всех сейчас утро, я правильно понимаю. Дальше, по поводу все-таки OnePlus T. Расцветок нет вариантов, то есть только такая расцветка. Почему я его в принципе купил, почему OnePlus, почему не что-то другое, и вообще почему я стал покупать телефон, потому что телефоны это пусть и моя в каком-то смысле тема, но у меня их штук 20 на канале и 300 наушников, и телефоны не особо в принципе заходят. Если бы я сейчас Мишные наушники открывал, то смотрело бы 1020 человек, тем более суммарно. Здесь посмотрит 1003, тем более, что у наушников свойства хорошие, они стоят дешево. А за 40 тысяч аппарат покупать — это то еще сомнительное удовольствие.
В общем, ближе к теме, что у меня был по 20 Pro, он и есть. Я раздолбал экран раз, я раздолбал экран 2, я раздолбал экран 3, потом 4, и в итоге на него упала табуретка, и он окончательно не умер, но экран умер. Чтобы поменять экран на вот этом телефоне, нужно минимум 14 тысяч рублей только на саму сенсорную панель. Еще раз всем привет! Всем Никита Павел, Трубобосс Name. Вот, поэтому выгоднее намного, чем потратить 20 тысяч на ремонт этого аппарата, потратить 45 на покупку практически самого быстрого телефона в мире. Когда я говорю практически самого быстрого, конечно, я на Antutu базирую свое мнение, но во всяком случае это первый аппарат, который вообще не лагает, мы до этого дойдем. В общем, мы уже поняли, что он только одного цвета, вот эти вот флеш-память в него не засовывается, максимально 256 гигабайт. Сразу скажу, что этого мало. То есть я снимаю ролики, вы сами видите, что на канале у меня много роликов, и я снимаю их на телефоны. Так вот, на этот телефон, если снимать любого вида ролики, память забивается моментально, потому что снимаешь в основном в 4К, потом рендеришь до HD. В общем, проще говоря, 256 вам сейчас кажется, что много, потом будет казаться, что мало. Четвертый минус — это то, что здесь нет беспроводной зарядки. И кто бы что ни говорил, включая меня, насчет того, что она не особо нужна, но у меня есть несколько беспроводных зарядок, и не всегда хочется, чтобы торчали провода. Понятно, что, может быть, на 30 ватт они зарядку и не завезут, но на какие-нибудь 18 ватт можно было засунуть. Да, вот такой вот антиобзор получается, но давайте сначала все-таки здорово еще раз всем. Еще раз скажу, что в первую очередь я сейчас буду искать какие-то минусы, но, соответственно, скажу плюсы. Да какие плюсы? За 45 тысяч практически самый быстрый телефон в мире, практически, потому что, конечно же, азусовский за баснословные деньги быстрее. Это мега круто. Дальше. Напоминаю, что на канале мата нет. Первое. Второе, что у нас розыгрыши, но розыгрыш, наверное, я проведу вечерком. И третье, что я еще сегодня вспомню про Huawei GT Watch 2, который недавно у меня был обзор, буквально недели полторы назад. Меня попросили поносить и рассказать все-таки, может быть, мое мнение поменялось. Оно поменялось в худшую сторону, так что если вы любите эти часы, стрим дальше не смотрите, либо планируете их купить. Почему буллетсы вторые лежат? Это я не прыгаю с темы на тему, это чтобы вы понимали, почему все-таки стрим на этот телефон, учитывая, что если будут достаточное количество лайков, я еще сделаю, конечно же, обзор, но вот стрим для меня интереснее на данный момент. Нет, микрофон все тот же, что плохо, просто он подключен, обычно я его не всегда подключаю. К чему это все? К тому, что самые мои любимые наушники, и опять же, это тоже не особо хайповая тема. Почему? Потому что OnePlus не особо себя пиарит. И на русском тьюбе, на американском тьюбе там есть каналы-миллионники, которые делают очень хорошо и рассказывают очень классно о их телефонах. А в России в основном это делают из разряда, ну, узнайте эту фирму, потому что она себя не рекламирует особо. Так вот, вот это наушники, которыми я пользуюсь во время бега. Сколько сотен ушей на канале, вы можете посмотреть. 380 обзоров, наверное, наушников ТВС штук 200, если не 250. Не считая того, что еще штук 40, у меня пар 40 валяется по дому. Так вот, удобнее, чем вот в этих, бегать мне реально ни в чем. Они быстро заряжаются раз, у них там за 10 минут, по-моему, 8 часов зарядки. Притом, конечно же, от вот этой зарядки, от умной, от их умной 30-ваттной зарядки у них фактически бешеная просто автономность за минимальное количество времени. Вот. И к чему это? К тому, что вот это мой выбор конкретно, Bullets 2. И ввиду того, что я очень долго в них бегал, я решил, что и телефоны они делают столь же качественно, учитывая, что в самих наушниках у них Bullets 1 из выбора, Bullets 2 и, по-моему, еще какие-то проводные. Все. И телефоны они также выпускают, пусть несколько за год, но выбора особого нет. То есть они пихают лучшее железо, понятия не имею, где они его воруют, и продают это железо нам по довольно адекватной цене. Теперь по самому телефону, по его характеристикам. Первое, с чего бы хотелось начать помимо комплектации, давайте с комплектации первое, конечно же. Комплектация бедная как нигде. Почему бедная? Потому что, понятно, силиконовый чехол, который я хаять сильно не буду, нормальный адекватный чехол, еще 6 чехлов я себе там по 3, 7, 8, 10 долларов. Нет, не простыл, Андрей, просто проснулся, как и большинство из нас. Я думаю, вечером стрим будет бодрее.
И плюс еще может быть микрофон очень близко. Если вам мешает звук, то напишите, пожалуйста. Здорово, Миха. Еще раз, у меня сегодня день рождения, прожмем лайк по поводу этого. Понятно, что ролик не особо зайдет, ведь это OnePlus, никому не нужный за баснословные деньги. А своим подписчикам я объясню, почему, если вы решите купить себе телефон, я советую именно этот телефон. Он классный. Вот классный, хотя, опять же, я под своей цели его купив, ошибся. Еще чехол. Быстрая зарядка на 30 ватт, конечно же, скрепка, чтобы вытаскивать симки, потому что флешки, еще раз повторяю, сюда не засунуть. Куда я засунул? Я уже не потерял хорошо флешку, вот. Флешку не засунуть и всякая макулатура, то есть я ее даже не вскрывал, сейчас мы ее вскроем. Почему вскроем? Потому что очень часто в макулатуре есть полезные вещи. Особенно смешно, когда, опять же, возвращаясь к теме наушников, блогеры покупают наушники и даже амбушюры с них не могут снять, потому что им лень посмотреть в документацию. Документацию нужно смотреть, но, опять же, вы можете говорить, что она бесполезна только после того, как вы в ней поползаете. Я не думаю, что у OnePlus что-то бесполезное. Во всяком случае, да, здесь вся инфа для тех, кто захочет узнать, что и где, и какие датчики здесь находятся. Тем более удобно это будет делать на стриме, потому что одно дело палкой тыкать в телефон, а другое дело показывать схематично. Притом рядом есть телефончик. То есть у нас, понятно, здесь разблокировка по экрану, ни с какими закрытыми глазами он не разблокируется. Вот вылезает камера. Давай сейчас вылезет. И, соответственно, когда вы на нее смотрите, она разблокируется. Как долго будет механизм жить? Я уверен, что очень долго, во-первых. Во-вторых, даже если он не будет жить долго, вдумайтесь, друзья, я купил китайскую версию в Российской Федерации, в Москве, и мне дали 2 года гарантии. То есть, если даже салазки навернутся, а фирме там несколько лет, на нее ссылку давать я не буду, потому что она продает, как вы уже поняли, на 12% дороже, чем везде. Фризит видео. Я знаю почему, прошу прощения, спасибо, что написали. Это очень, скажем так, мило с вашей стороны, потому что дальше к чему это все? Пишем, как видео нормально идет или нет. Чуть не забыл. Так вот, камера у нас выезжает фронталка, задняя камера у нас, соответственно, выполнена наподобие Huawei P30 Pro. Чем она отличается от чего-либо? Ну, мое мнение, по моим ощущениям, я не буду вас закидывать данными из разряда того, что она там 48 пикселей, в 4К она снимает при 60 кадрах в секунду. То есть, это и так всем понятно. Тем более, я вам скажу, как блогер, у которого более-менее, во всяком случае, 100 тысяч подписчиков есть, 4К это все для миллионников. Почему? Потому что рендерить очень сложно, и первое. Во-вторых, потому что мало кто смотрит в 4К по факту. То есть все смотрят из разряда того, что есть 4К, круто, но мобильный интернет не всегда его тянет. Без фризов. Отлично, спасибо большое. Вернемся все-таки к конструкции. Что еще полезного мы можем узнать? Помимо того, что здесь есть 3 камеры, на 48 мегапикселей основная, и цифры эти, по большому счету, не имеют значения. Почему? Потому что, вот, допустим, сейчас стрим снимается на Redmi Note 8 Pro. Если вы посмотрите 3 последних обзора на канале, напоминаю, что этот телефон Redmi Note 8 Pro я покупал в Китае за 21 тысячу, сейчас его реально купить чуть ли не за 15 на Алиэкспрессе. И плюс в том, что единственная у меня китайская версия на 8 гигабайт оперативки, которой, слава богу, мне хватает за глаза и за уши. По поводу камеры здесь. Главное же ощущение и главное, каким образом вы можете потом работать с картинкой. И вот с картинкой этой камеры работать просто, но есть здесь огромный минус в камере. Это уже 6-й, правильно? Вроде бы у нас с вами всего 14 минут, и как бы это стрим, и я должен, может быть, придерживать коней, но 6-й минус в том, что камера здесь допилена, снимает великолепно, но слоу-мошки я пока лично не разобрался, можете меня поправить, если кто-то знает. Спасибо большое, Никита. Да, 4К бесполезно, если у тебя мало подписчиков. Согласен, Руслан. Дело даже еще в мобильном интернете не все может тянуть. Если вы в Москве, Питере, да. А в маленьких городах, где интернет не особо фонтанный, и тем более еще у вас ограничение какое-то, вот.
Все-таки по поводу телефона. По поводу 4К я уже сказал, что смысла особого в нем нет, но снимает хорошо. Тем более я снимаю в 4К, потом делаю в HD. По поводу слоу-мошки у меня большие претензии к этому аппарату. Это 6-й минус, по моему мнению. В аппаратной части, если сейчас я покажу, опять же, если будет достаточное количество откликов и фидбэков, ну, я ролик-то по-любому на него сделаю. Вопрос, когда. Если вам интересен этот аппарат, то до 26-го. Если не интересен, то нет. То есть мы выбираем, это чисто к оболочке претензии. Понятно, что я накачу сюда какой-то другой. В общем, тут всего два варианта выбора. 240 FPS и 480. И может, я еще не разобрался, но вот как я не ползал в ней, на данном этапе жизненного развития я не нашел, как менять. И эта штука бесячая, потому что мне нужно максимум FPS 120. Конкретно для моих съемок. Соответственно, для меня это 6-й минус. Минус номер 7. Мини-джек видите? Вот я не вижу. Мини-джека здесь нет. Мини-джека здесь нет, и для меня это большая печаль. Вот сейчас я, допустим, стримлю, используя мини-джек для микрофона. В принципе, очень удобно использовать какие-нибудь очень крутые, ну, может быть, не очень крутые, но вот, допустим, у меня наушники для тестов. Плеер мне пока крутой не пришел, поэтому мне удобно с телефоном. В принципе, да вы вообще с телефоном все время ходите. Вот наушники то же самое для тестов. Для меня конкретно отсутствие мини-джека это плохо, и для вас тоже, потому что если вы любите хороший звук, то это ваш аппарат. К плюшкам по поводу звука. Конечно же, здесь есть поддержка кодека aptX HD. Он все-таки аппарат за 40 тысяч. Да, согласен, что лучше 1080-60 FPS. На ПК, на ноутбуке Руслан монтирую. Дальше идем. По поводу всего остального. То есть мы уже знаем, что здесь aptX HD. Мы знаем, что основной дисплей 6,67 дюйма. И разрешение, конечно, 3120 на 1440 с соотношением сторон 19,5 к 9. Это очень круто, очень кайфово, что здесь плотность пикселей аж 516 ppi, вроде бы 1000 нит яркость экрана, хотя по моим ощущениям чуть-чуть меньше. Но это опять же ощущение, мне пока измерять нечем. Gorilla Glass 5 версии, сразу они наклеивают пленку на основной экран, на изогнутый. И к этому я вернусь. 90 Гц, разницы между обычным телефоном и 90 Гц лично я не вижу. В идеале у вас меньше должны уставать глаза. И, конечно же, супер AMOLED-овский экран. Вот и все, в принципе. А к чему это все? Соотношение дисплей-корпус 88%. Мне очень нравится отсутствие капли. Понятно, что здесь у нас есть верхний динамик. То есть он чуть-чуть занимает место. Но отсутствие капли, я не думал, что это будет сильно влиять на мое отношение к аппарату. Но классно. То есть неудобно было мне, когда была капля. И когда люди пишут, что долго ли будет жить камера, ну, друзья, у нас сколько? 40 тысяч рублей аппарат стоит. Я уверен, что те, кто покупают аппарат за 40 тысяч рублей, они не планируют использовать больше 2 лет его. 2 года гарантии есть. Соответственно, ну, при любом раскладе ничего с ним не случится, а если что-то случится, вам его заменят. Кстати, когда покупал его в магазе, мне мужчина, который продавал, сказал, что данные аппараты, ну, понятно, что это уже без разницы ему, что говорить, потому что я уже купил телефон, и я при любом раскладе бы его купил. Во-первых, их раскупают как горячие пирожки, в прямом смысле, и на Алиэкспрессе тоже. Если вы поищете, то везде по бросовой цене их, в принципе, раскупили. Вот на официальном сайте они по ссылке то появляются, то исчезают. Но к чему я этот разговор веду? К тому, что их очень редко сдают в ремонт. Конкретно в их маленькой фирмочке за 6 лет их ни разу не сдавали в ремонт. Так же, как соневские камеры, экшн-камеры. Вот то же самое с этими телефонами. Никто никогда не сдает у них их в ремонт. В принципе, они, как говорят, не ломаются. Но, с другой стороны, в русских обзорах этого аппарата и в американских я слышал, что у кого-то в первых версиях, ну, кому давали на тесты, соответственно, были какие-то косяки у него. И какой вывод можно сделать? Если вот сейчас он уже продается в течение месяца, вероятность того, что вам придет аппарат с браком, просто минимальна. То же самое на форумах, мало у кого я нашел какие-то проблемы. Точнее, вообще ни у кого не нашел, может, их чистят, хотя у OnePlus, мне кажется, политика простая. Хочешь — покупай, не хочешь — не покупай. Но
Но мы приходим все-таки к седьмому минусу. Это все-таки польза нет, правильно? И так как это польза нет, для меня минус оказался в том, что края здесь закруглены. И в идеале, конечно же, в идеале, вам должно казаться, что от этого экран больше. И намного приятнее смотреть те же ролики, играть в игры. Мне нет. Вот серьезно, мне нет. То есть я человек, который сам себе монтирует ролики, который сам снимает что-то. И я скажу, что мало того, что это извращает картинку, это еще делает для меня ее дикой. Мне непривычно. Играть, конкретно играть, круто. Снимать нет. То есть мне снимать не нравится. Это седьмой был минус. Восьмой минус. Вот вы видите, как работает сенсор. Он не круто работает. Я не знаю, у кого он круто работает. Вот сейчас сработал. Притом держать нужно довольно долго, по моим меркам. Он не работает моментально. Вот я завез все пальцы, нераспознанно. Видите сами, то есть со второго раза этот палец, это он еще неплохо работает. Может быть, он как-то адаптируется, но вот такая вот печаль. Да, может быть, у каких-то были проблемы с телефонами, с браком. Но напишем потом. Давайте сначала я все выскажу, что я думаю об этом телефоне. Уже 8 недостатков мы нашли, а потом мы уже все решим. Плюс по поводу симок. Понятно, что этот недостаток мы называли, но мы можем засовывать сюда 2 сим-карты, не обязательно одну. Спасибо большое, Саша, за поздравления. Давай. Вот. И к чему это все? К тому, что, кстати, я напомню вам, что среди спонсоров, у нас есть спонсоры канала, стабильно у нас раз в неделю, в основном раз в неделю проходят розыгрыши наушников. Вечером я скажу, каких проведу еще сейчас, но опять же у нас не хватает чуть-чуть людей, если добавитесь, то как раз проведем. Если нет, для спонсоров вечером будет стрим с более честным, наверное, подходом к этому аппарату. И напоминаю, что канал без мата, но в спонсорской подписке можно и поругаться чуть-чуть. Ладно, это все мини-реклама была, а теперь без мини-рекламы. Поползаем дальше, потому что у нас закинул производитель из бумажек. 8 недостатков, я считаю, мы с вами нашли более чем адекватных. К цене у меня претензий вообще никаких, даже если брать его за 46-52 тысячи рублей, я считаю, что на данный момент аппарат своих денег стоит. Так, это благодарность у нас, что мы купили, я так подозреваю. И по большому счету, значит, нам интересна только вот такая инструкция, которая показывает, что где находится, где какой объектив, который, опять же, считаю, что обычным пользователям он не нужен. Да, здесь есть эффект размытия на фотографиях, мне он тоже не нужен, потому что по большому счету при желании можно научиться эффект глубины этому в фотошопе, да, сынок, прикрой дверь. Вот, и про телефон, наверное, мы не будем заканчивать, потому что есть девятый минус-плюс. Беспроводной зарядки нет, по-моему, это был 5-й. Значит, я напоминаю, что вот при помощи этой зарядки, вот этой магической зарядки, мы можем за час полностью на 100% зарядить аппарат. Я сейчас поотвечаю на вопросы, друзья, но вы все прекрасно знаете, что сначала я рассказываю о аппарате, а потом отвечаю на вопросы, которые все у вас возникнут и возникли уже по-любому во время стрима. Вот, как лежит в руке? Лежит в руке он удобно. Какой здесь процессор? Здесь Qualcomm Snapdragon 855 плюс. Чтобы понять, что это такое, мы сейчас с вами благополучно запустим, конечно же, Antutu. Почему? Потому что я считаю, что в режиме реального времени вот все подобные девайсы, они должны тестироваться. Так, пока не тот я тест включил, но сейчас мы вернемся к этому. Так. Нажимаем «Повторить». И сейчас мы посмотрим, какой по счету, опять же, для того, чтобы оценивать, какой по счету этот аппарат в мире по скорости. Опять же, не совсем адекватно сравнивать аппараты по какому-либо тесту. Почему? Потому что очень часто производители как процессоров, так и телефонов делают максимально возможные вещи, чтобы у вас конкретно аппарат работал великолепно именно в тестах. А в жизни он работает намного хуже, допустим. Вот и все. Antutu не нужен. Вам не нужен, некоторым людям будет нужен. Какой тип наушников лучше, чтобы не портили слух? Накладные. Вот.
Аккум здесь всего на 4000 мАч, и я считаю, что это 9-й недостаток. Почему? Потому что вроде бы хватает зарядки телефона, ну вот именно вроде бы, и я бы сказал, ее чуть-чуть не хватает, слегка. Что я имею в виду? Когда вы используете его целый день, одно дело, если вы в нем сидите, вам на день его не хватит. И вот вам хватит ровно настолько меньше, насколько вы планируете, чтобы вам хватило его. На данный момент я бы сказал, что ему не хватает процентов 5-10 от емкости батареи, по моим ощущениям, лично мне. Если прибавить к этому активное использование из разряда игр, я думаю, людям будет конкретно не хватать аккумулятора. Но, опять же, для тех, кому не хватает аккумулятора на подобных телефонах, те люди все время с собой носят банки. Большие, маленькие, без разницы, есть там беспроводная зарядка или нет. Почему? Потому что, ну, особо сложности нет засунуть кабель зарядки в телефон, тем более, если вы даже пользуетесь беспроводной. Это не тот вариант, когда вы положили телефон и забыли, что он у вас лежит. Правильно? Вы при любом раскладе его будете либо перекладывать, либо для использования снимать с зарядки. Вот и все. 7-8 часов экрана, и это на 7Т. Что-то плачут, наезжают обзорщики, обновите телефон. Так нет, 7-8 часов это Vesb. Я купил недавно телефон, и у меня по факту меньше чуть-чуть 7 часов. Но 7 для меня лично мало. Для вас этого может быть более чем достаточно. Вот и все. Дальше, к чему это? 9-й мы недостаток нашли. Опять же, это исключительно мой недостаток. Мне чуть-чуть конкретно не хватает. Вот в телефоне зарядки. По поводу фотографий. Он снимает не лучше, чем Huawei P20 Pro, лично по моим ощущениям, но видео снимает лучше. Слоумошки, соответственно, у него хуже, но я об этом уже сказал. Вот. Что еще бы хотелось добавить? Материал, стекло, понятно. Крышка, конечно же, глянцевая. Спасибо большое еще раз всем за поздравления. Кто хочет поздравить, просто поставьте лайки. Мы будем считать, что просто как спасибо. Так, Op OnePlus Plus. Да. Op равно OnePlus. Может быть. Привет, Саня. В принципе, вот из 10-го, пусть чтобы для ровного счета, что 10 недостатков, и я их обязательно соберу вместе, обязательно сделаю маленький обзор. Опять же, все зависит от того, насколько будет стрим заходить. Стрим пока не особо заходит, но спасибо тем, кто находится на стриме, тем более утро воскресенья, я теперь знаю, сколько может прийти людей, в принципе. И особенно не на особо хайповую тему. К чему это все? К тому, что аппарат хороший. Если бы у меня сейчас был выбор покупать его или еще какой-то другой, я однозначно бы взял его. Почему? Потому что это единственная штука, все-таки вернемся к названию, которая не лагает в PUBG. Я понятно, что и айфоны у людей брал, тестировал, и Samsung последний, 10-й и 9-й, и плюс, и все в каком-то, не знаю, в каком-то смысле подлагивает. Да, он греется, как и все остальное. Да, у него есть легкие фризы, там через полчаса появляются в каких-то местах, но мне кажется, это больше из-за интернета. 7Т идеален. Ну, кстати, чем все-таки основное для меня отличается 7Т от 7Т+. У этой магической штуки есть стабилизатор физический у камеры. То есть у него не только оптическая стабилизация, но и физическая. Пусть эта штучка стоит совсем чуть-чуть, и если вы порыскаете, вы найдете еще довольно много отличий. Но вот это основная плюшка именно для меня. Владислав, я не пользуюсь никаким оборудованием. Я еще раз повторяю, вы можете купить Honor 8 Pro, Redmi Note 8 Pro. У меня последние 3 обзора на канале сняты именно на этот телефон. От и до. Может быть, чуть-чуть Huawei P20 Pro был, потому что этот телефон я раздолбал, я снимал в основном на него. Я вам даже больше скажу, я на Redmi 7 снимал какие-то обзоры. То есть, неважно, чем вы снимаете, это уже не из разряда того, что я выделываюсь, а из разряда того, что очень часто не от камеры зависит качество съемки, а от оператора. И я бы сказал, это на 99% зависит от оператора, потому что вы должны понимать, что под каким светом, под каким ракурсом, с каким фокусом и под что. Понятно, если вы в 4К снимаете, то вам нужна какая-то определенная техника. Если вы снимаете в HD, вы можете снимать в 4К и просто
просто обрезать изображение, чтобы оно было в HD. Вернемся к аппарату. По поводу аппарата, еще раз повторяю, что если бы у меня была альтернатива сейчас его не покупать и вернуться на несколько дней назад и купить что-то другое, однозначно я бы этого не сделал. Я понимаю, что Алексей, с которым я общался 2 года назад, который открыл для меня, что такое OnePlus, вряд ли смотрит сейчас этот канал, но я хочу сказать ему спасибо. Когда-то, я не помню, 2 года назад какой OnePlus был, он купил себе OnePlus и, по-моему, 5-й. И очень долго и упорно мне рассказывал про то, какой он хороший, что он не видит пикселей, когда он расширяет экран, что все очень гладко, что все прямо как в айфоне. Не как в айфоне все, iOS-система круче. Из Android-систем, конечно, это самое-самое сбалансированное. Насчет черных тем, в которые я сейчас заползу. Нет, я не заказывал Havit G1 Pro. Руслан, если вы посмотрите обзор на Havit G1 и посмотрите количество негатива, который я на них гнал, и количество негатива, которое потом вылилось на меня, вы поймете, почему я Havit не особо люблю. Потому что everybody lies. То есть люди очень любят, когда им говорят неправду. Есть идеальный вариант. Если вы что-то хвалите, вы наберете намного больше почитателей, чем если вы что-то ругаете. Почему? Здесь магия очень простая. Люди ищут единомышленников. Им не нужен какой-то дурачок, сосед, как, не знаю, на площадке сосед, который курит и курить не должен, который будет говорить: а, все фигня, это все лажа, а ты это купил. Ну, никому это не нравится. И я стараюсь каким-то образом лояльно рассказывать о том, что чаще всего беру себе сам. Вот, пожалуйста, вы видите, что я купил OnePlus 7T Pro. Он не идеален, но я от него сейчас кайфую. Вот сказать, что не кайфую, это ничего не сказать. Почему? И это несмотря на то, что у меня был более-менее флагман. То есть Huawei P20 Pro, он стоит чуть-чуть сейчас дешевле. И если брать для съемок, то все-таки я выбрал бы Huawei P20 Pro. Зря я его не отремонтировал, но я, скорее всего, отремонтирую и расскажу вам и о нем тоже. Может быть, по прошествии 2 лет мои впечатления по поводу него. Пишем, кстати, в комментариях, что бы вы еще хотели, чтобы я купил из телефонов. Я как-то загорелся этой темой. Я понимаю, что она не особо заходит, особенно у подобных обзорщиков, как у меня, потому что эти штуки нужно как-то по-особому облизывать в прямом смысле, иначе люди не будут смотреть. И я вас понимаю, потому что все-таки лучше, когда человек говорит больше хорошего. Я бы 11-й недостаток добавил к телефону. Кому нужно, тот благополучно перелистает, перекрутит обзор. Может быть, сейчас мы все вместе вспомним все их, эти недостатки. Но к 11-му я бы отнес вот эту вот механическую кнопку а-ля беззвучный режим. Ну, не знаю, по-моему, это прошлый век. Ничего личного, но это перебор какой-то, переставлять громко, беззвучно, и, по-моему, 3-й режим какой-то есть. Мне не понравилось. Я не понимаю этого. Может быть, кто-то... Опа, из бэчмака вышел. Может быть, кто-то мне сейчас сможет объяснить, зачем это нужно. Но любая механическая штука в подобном девайсе мне кажется как минимум дикостью. Черт с ним, с выступающей камерой, потому что выступающая камера — это необходимость, чтобы не было капли. Еще раз повторяю, что отсутствие капли мне безумно нравится. И вернусь, да, к Huawei GT Watch 2. У меня был ужасный обзор, ужасный в плане, они мне безумно не понравились около 1,5 недели назад на Huawei Watch GT 2. И что поменялось? Я готов сделать еще один обзор, несмотря на то, что тот не особо смотрит, там посмотрело 10 тысяч человек. Это нереальное днище, они выжили у меня 6 дней в автономке без О, спасибо большое, Ренат, спасибо, буду считать, что это за день рождения. За щетку, да, кстати, щетка OnePlus, точнее Midge T100, просто топ. Да, а мой топ личный на щетке — это исключительно мой топ. Когда люди пишут, что вы хвалили эту щетку или еще какой-то девайс, друзья, когда мне нравится девайс, я их хвалю. Но когда сравнивать несколько девайсов, которые мне нравятся, логично, что какой-то нравится мне больше. И исключительно из каких-то побуждений вы хотите мое мнение услышать? Вот я его говорю. Если вы не хотите, вы можете мои топы не смотреть. Потому что топы расстраивают очень часто и очень многих. Vivo U3X. Нет, наверное, не буду. Почему не берешь на обзор мыльницы Xiaomi? Сэм Семен, я не совсем понимаю, вы о чем, но ладно. Телефоны имеете в виду или фотоаппараты? С вами интересно пообщаться, даже если не лично. Ренат, но я считаю, что мы здесь лично общаемся все-таки. Дальше. По поводу все-таки телефона. Что мне понравилось еще? Осознание того, что у тебя телефон второй по скорости в мире за стоимость значительно меньшую, чем первый в разы. Не просто значительно. Это, конечно, круто. Я думаю, сейчас вы
мы вместе сейчас увидим, каким образом Vantutu оценит программа наш телефон. Может быть, он даже не второй, вот не только по этой программе, но там пятый. Но вы примерно представляете, сколько стоит тот же S10 Plus. Этот, еще раз повторяю, на распродажах стоит 42 штуки. Реально отхватить за 38. Анкера не обозреваю, мне они почему-то не нравятся. Игорь, первый, кто мы сейчас увидим, но я думаю, что те, кто интересуется игровыми смартфонами, прекрасно знают, что это за телефон. Вот, давайте сразу, пока он там тестирует все, можно проверить его массу. По-моему, он до 200 грамм, во всяком случае у нас заявлено сколько, я даже не помню, 206. Но у нас весы на 200 грамм, ага, он хуже показал результат. Сейчас посмотрим, подождите. Да, больше 200 грамм, сейчас другие весы возьму, и мы взвесим на других весах этот магический телефончикус и узнаем, сколько он все-таки весит, наверное. А может быть и нет. Я не думаю, что это особо важно. Плюс-минус 2 грамма с одной стороны. С другой стороны, как производитель оценивает, сколько тот или другой продукт весит, и в итоге насколько это правдиво, ну, это важно, мне кажется. То есть даже плюс-минус, но если 10 грамм разница, то это прям серьезно. Понятно, весы не идеально измеряют, дают данные о весе, но 207 грамм, да. Учитывая, что я уверен, что это, ну, логично, что это не поверенные весы, обычные кухонные. Плюс-минус грамм это несерьезно абсолютно. Да, 206 грамм это очень круто. Да, у T7 Pro частота 90 Гц. Та-да. И это плюс. В общем, 11 минусов мы у него нашли. Давайте еще вместе поищем что-нибудь. Посмотрим, что у нас впереди. Удалось 95% пользователей победить. Так, по-моему, вот здесь. Нет. Где-то я находил. Кстати, конечно же, память UFC 3. Правильно? Я продекламировал вам. Дальше. Так. Рейтинг. Стоп, не туда нажал. Скорее всего, 7T его обогнала, потому что я уже... нет, не обогнала. Вот вам рейтинг устройств, то есть ROG Phone 2, потом OnePlus Plus 7T Pro, потом мой девайс. Прошлый раз у меня телефон набрал, по-моему, 987, сейчас, видите, меньше. Можно сейчас вырубить все и попробовать еще раз прогнать, что я, в принципе, и сделаю. Ближайшие его преследователи Samsung Note 10 Plus. Сколько он стоит, вы, я думаю, можете благополучно погуглить, потому что, по-любому, это какая-то лютая тема из разряда того, что стоит он, скорее всего, очень-очень много. Сейчас мы еще устроим ему стресс-тест. По большому счету можно померить температуру, хотя греется он примерно как Mi 9, но единственное, он не лагает как Mi 9. То есть почему, когда я про Mi 9 делал обзор с полгода назад на канале, и говорил, что это какой-то ужас, что он лагает так сильно и т.д. и т.п., все было очень просто. В первую очередь и во вторую, и в третью этот телефон лагал. То есть мне было бы все равно, что у него проблема с качеством, с температурой, если бы он не подлагивал. Но так как этот телефон подлагивал, ну, никаких позитивных эмоций у меня он не вызвал. Понятно, что они, может быть, прошивку не допилили перед тем, как выпускать его. Кстати, по поводу этого телефона к 12-му недостатку можно было бы отнести благополучно неудачное, по мнению многих обзорщиков, темная тема. Но, опять же, я никаким образом не могу никогда ругать телефон за то, что Android это вам не iOS. То есть, если проблема в конкретно операционке, а здесь проблема в операционке, они не могут за Android, который здесь 10-й, конечно же, стоит, все допилить своей верхней оболочкой Oxygen или Hydrogen, без разницы, китайская у вас версия или глобалка. Я еще раз повторяю, что можно благополучно использовать, конечно, крякнутая, Владислав, и еще Mavavi я пользуюсь тоже. Благополучно использовать данные телефона. Что бы еще хотелось сказать по поводу вот этого вот смарта? Понятно, что здесь объектив соневский, камера, но и опять же, когда мы вспоминаем про объективы и пишем и говорим, что
количество мегапикселей, скорость, еще что-то. Тут основное, если честно, и по поводу фотографий, и по поводу видео. Если вы не занимаетесь этим делом профессионально, нужно четко понимать, что за счет чего делают фотоаппараты у нас красивые снимки, красивые видео. Я вас расстрою, но за счет неестественности. То есть нам не хочется видеть на экране то, что мы видим в жизни очень часто. И насколько вот эти аппараты предугадывают наше желание, настолько вот хорошо мы считаем, что они фотографируют. Если вы возьмете самую простую зеркалку, у 7Т нет стабилизации только в телевике. Спасибо большое за 40 рублей, ВСБ. Сднюхай меня. Спасибо большое, Васака. Не забываем прожать лайк, кто хочет меня поздравить с днюхой, потому что тема не особо хайповая. Рассказываю сегодня о 7T Pro OnePlus. Телефон не особо раскрученный, не распиаренный. Я уверен, что если бы их производственные мощности позволяли воспроизводить большее количество аппаратов, то, возможно, у них бы больше уходило на рекламу. Но вот такая фирма, которая делает супер классные наушники. Еще раз повторяю, что Bullets 2 это мои любимые уши. Вы видите, что у меня на обзорах просто бешеное количество наушников. И только в этих я бегаю. Мне безумно нравится там микрофон. И они для меня безумно удобны. Особенно если они долго валяются, ты их бах, зарядил на 10 минут и все. У тебя 10 часов работы у телефонов, ну, у наушников есть. К чему это все? К тому, что у них есть еще рюкзак, который я очень хочу купить, но 6000 рублей для меня это дорого. И вот телефон последний на данный момент. Это не Maclaren с 12 гигабайтами оперативы, а это просто 7T Pro, но мне более чем достаточно. Мне кажется, что хватит этого. Вот. У кого какие еще вопросы? Так, Александр Шовск, спасибо большое. Лучший ТВС, по моему мнению, до 5000 рублей. Там все зависит от того, какой внешний вид вам нужен. Если вам нужны вкладыши, то это Xiaomi. Xiaomi Mi Air 2, по-моему. Ну, Air Pro 2. Был обзор на канале и были сравнения. Если вас интересует до 5000 рублей что-то, чтобы слушать классику долго, это Meizu Pop 2. Но они тихие. Если вам нужен рок, это Syllable S101. А если вам хочется сэкономить и реально 5000 рублей не особо хочется тратить, и у вас еще не было ТВС, возьмите либо Redmi AirDots, либо Halo GT2. Последний на обзоре 999 рублей там из разряда а-ля, чтобы кликнули название, а по факту до 1000 рублей реально купить на сейле. И они просто волшебные, не обязательно тратить пятерку. Подскажи хороший телефон до 15 тысяч рублей. Redmi Note 8 Pro, но опять же, мне не нравится, как он себя ведет в играх. Я на него снимаю сейчас ролики, я на него сейчас веду стрим на Redmi Note 8 Pro. Мне он нравится. Вот. И у меня китайская версия, не перепрошитая даже на глобалку. Когда Mi Watch? Просто человек мне выслали уже с Дальнего Востока. Те обзоры, которые я смотрел на эти часы, меня умиляют не меньше вас. Обязательно сделаю на них стрим. И в принципе без разницы, сколько людей его посмотрит. Обязательно потом сделаю на них обзор. Потому что мы же с вами команда. И поэтому мы с вами поделимся мнением, что это за часики. Изначально считаю, что они топ. Потому что нужно плясать от того, что там есть eSIM. QCY это 5 советуешь? Конечно, советую, если вам нужны вкладыши эконом-класса. Подождите, это затычки. Но опять же, если вам нравится типа Huawei FreeLace и нет 3000 рублей, то берите за 1500 QCY T5. Я считаю, что это отличный выбор. Что сейчас скажешь про Wayfan X-Pod 3? Много брака, Тарас, а так хорошие уши. Привет, купи на обзор Tronsmart Spunky Beat. У меня даже видеоряд на них готов, в DocDit. Просто проблема в том, что мне не нравятся эти наушники, а я очень, в последнее время очень много обзоров у меня негативных, и мне хочется позитивное. Я почему-то не могу найти 100% позитивные товары. Сейчас нашел, вы их увидите в ближайшие дни, может быть сегодня-завтра. Такие улыбчивые, не хайповые. А про Spunky Beat, если надо, вы уже не первый. Да, даже, думаю, не во второй сотне человек, кто просит обзор, я сделаю. Мне не понравились они, сразу говорю. Можете брать, но изначально даже форм-фактор хламантин. Какой телефон до 25 тысяч взять? По-моему, 7 семерка OnePlus. Привет, Знюха. А почему 7T Pro, а не 7T? Только из-за капли и доп. Единицы зума. И это тоже и стабилизации Викинг в телеке. Ожидаются ли обзоры на Bluetooth с колонки? Да, и у меня они были, кстати. Но они не особо у меня хорошо заходят, поэтому я их делаю не часто. Плюс одна из колонок у меня уже практически готов. Опять же обзор, но я его еще... Вот она будет в понедельник на Bluetooth колоночке. Вам понравится она.
Покажи люфт Air 2. Люфт. Люфт, ёшки и гагошки. Вот, ну, серьезно? Люфт. Давайте я сломаю крышку вообще и покажу вам люфт. Я не знаю, что нужно делать, чтобы был... Как понять люфт? Типа, ходит ли крышка? Конечно, ходит. Вот. Я думаю, вы увидели. Я только подошел, ты про портфель говорил. Он же от OnePlus, да, есть за 6 тысяч, но меня жаба душит, и я не буду его покупать за 6 кусков, если не найду дешевле. Дешевле 4, потому что, ну, 6 тысяч, ну, серьезно, за рюкзак. Я Xiaomi-шный покупаю по 3 тысячи максимум. И кому мне о них рассказывать? О суперфанатиках, у которых звезда во лбу горит, из разряда «давайте, бегите, покупайте, потому что это OnePlus». Я согласен, что Bullets 2 стоит своих денег. Я согласен, что любой OnePlus, ладно, не любой, OnePlus 7T Pro стоит своих денег, а насчет рюкзака за 6 тысяч, я не знаю, что там внутри должно быть, чтобы он стоил своих денег. Сравнивал камеру с другими флагманами, насколько хуже. У меня была Mi 9. Ну, вы можете посмотреть, что было на канале. Он не намного лучше снимает. У него намного лучше автофокус, чем у Huawei P20 Pro. Ну и все, чем я пользовался прям капитально. Логично лучше, чем Redmi Note 8 Pro с 8 гигабайтами китайской версии, вот на что я сейчас снимаю стрим. А с остальными флагманами вы можете посмотреть субъективные довольно тесты людей, которые снимают обзоры и пытаются логично продать телефоны, там, используя топ-10, топ-100. Конечно же, iPhone все время на первом месте. Я скажу проще. По моим ощущениям, человека, который снимает ролики, снимает этот телефон очень хорошо. У меня вопросы к слоумо к нему. Почему? Потому что только 2 режима, я пока не разобрался, как включить остальные. Если кто-то во время стрима мне подскажет, я буду очень благодарен. Не забываем прожать лайк просто за то, что у меня сегодня день рождения и утро. И я, кстати, с безумной радостью общаюсь с вами. Я не знаю, как объяснить данное чувство, но, друзья, мне вас не хватало, пока я был в отпуске у бабушки. У меня был более чем убогий стрим в прошлый раз с ужасным качеством звука, музыки. Да и тем, по большому счету, не было. И мне приятно с вами общаться по поводу вот такого крутого, я считаю, ну он крутой, крутого телефона, который я недавно себе купил, и поделиться с вами своим мнением. Так что, если вам нужна звонилка, плюс чтобы она еще снимала хорошо видео, это идеальный вариант. Вопрос сразу для всех, кто здесь сейчас сидит, исключительно маленьких блогеров, которым, если честно, меня не стоит слушать, у меня всего 100 тысяч подписчиков, это вам не миллион, и я вам не расскажу, что нужно снимать. Вообще нужно нанять оператора и все, а не своим полуколхозным методом добиваться от своих мозгов, вот, чтобы у вас картинка была нормальная. Проще говоря, вот на него реально снимать. Я на него буду снимать. И все. 960 кадров будут в последующих обновлениях. Да мне 900 Тельман не надо кадров, мне надо 120 кадров Тельман. Мне нужно узнать, как сделать 120. Мне не нужно FPS в 960. Потому что чем больше FPS, тем хуже качество картинки. Вам сложно передать, но... Короче, нужно 120. И я не знаю, как включить на нем. Может быть, посоветуйте мне в комментариях кто-нибудь хорошие программы. Странный стрим получается. Включает блогер, рассказывает про телефон и обращается к подписчикам. Подскажите с программой. Нет альтернатив Huawei FreeLace. Ну, вообще, вот он. Фрилейсовские наушники, только это Bullets 2. Вы имеете же в виду наушники. Кстати, фрилейсы у меня тоже есть. Почему? Потому что они мне тоже нравятся. Вот они, Huawei FreeLace. Не будем нагромождать слишком сильно, положу, потому что это двое наушников, и те, и другие топ, по моему мнению, для бега. Mi 9, конечно, я его продал, зачем он мне нужен? Мне он не понравился, у меня же был обзор на него. Если вы думаете, что когда я на обзоре говорю, что что-то плохо, и я это делаю для того, чтобы вы подписались, еще раз повторяю, что это работает, когда ты кроешь трехэтажным матом, и у тебя смотрят люди до 18 лет. У меня 96% зрителей – это лица старше 18. Можете посмотреть, есть статистика на канале, она открыта. Не смотрит меня молодежь. Молодежь смотрит, она в основном смотрит стримы, я вам за это благодарен безумно. Но на такие аппараты, которые стоят 140 с лишним кусков, вот смысл смотреть обзоры, если ты не планируешь его покупать. Чтобы знать, я, если честно, на OnePlus вообще не смотрел обзоры, пока я не решил покупать что-то. Потом я стал искать. Пару подписчиков мне написали, купи Mate 30 Pro, а потом пару написали, что купи OnePlus 7 Pro. И в Москве был OnePlus 7 Pro.
и все, я его купил поэтому. Потому что мой Huawei P20 Pro я раздолбал окончательно, и на него невозможно ничего уже снимать. И это может быть хорошо, потому что у него ужасно работал автофокус, и вообще он глючил, потому что когда его 300 тысяч раз ударишь, наверное, все-таки аппарат начинает работать хуже. У меня OnePlus 7 Pro с камера работает замечательно, забивал его дважды, один палец. Андрей, я же вам не... Вот в этом магия стрима. Я что показываю, то и говорю. У меня онлайн все. Если вы думаете, что я что-то сделал с аппаратом, чтобы он начал глючить, это не так. У меня сенсор конкретно работает плохо. У вас он может работать просто идеально. У меня великолепно работает обычная камера. Мне не нравится, как слоумо работает. Великолепно работает камера фронталка. Он не лагает вообще. То есть у меня исключительно положительные эмоции. Но мне не нравится скос вот этот а-ля Samsung. В рюкзаке за $100 должно быть в основном, они внутри-снаружи компоновка, спина, лямки, возможность доп. Обвеса и так далее. Для туристического 100 баксов таки да, дороговато. Для туристического не очень. Для городского $100. Да, я согласен с вами. Почему ты не из Китая заказал его? Так, ведь на Изи ставится глобальная прошивка, потому что мне нужно было за один день купить телефон. Если бы я заказал его из Китая, на что бы я снимал ролики? Вы понимаете, что мне нужно минимум 2 телефона. Андрей Пономарев, спасибо большое за то, что стали подписчиком, спонсором канала. Хожу 2 месяца с 7 обычный, топ не лагает. Еще раз, Павел, я же говорю, вы имеете в виду сенсор? Ну, у меня только сенсор лагает, может он разлагается. Я же вам показал только что. Вы меня пытаетесь что, убедить, что если я сейчас на стриме показываю, что сенсор работает плохо, это что? Это монтаж, что ли, стримовский? Вы, друзья, давайте поаккуратнее все-таки с мыслями. Напишите, допустим, возможно, у тебя брак. Но вряд ли брак, потому что телефон не лагает в принципе ни в чем, кроме вот опять же сенсора. Может, у меня с пальцами кровообращение плохое, не знаю, или с отпечатком что-то. Дальше. Польза, какие уши взять? QC White 5 или Redmi AirDots Pro 2? Redmi AirDots Pro 2, но они вкладыши. Вы сравниваете просто-напросто... Ну да, нет, вы не вкладыши сравниваете. Вы вкладыши с затычками, по-моему, сравниваете. Я не буду никогда выбирать между вкладышами и затычками. Павел, брак, значит. Ну, логично, да. Снимай на стороннюю прогу, например, Filmic Pro. Спасибо большое, Александр, попробую установить. Виктор, спасибо большое за поздравления. Очень приятно, что с утра нашли время люди и пришли на стрим для того, чтобы узнать об этом великолепном телефоне, в котором мы нашли аж 11 конкретных недостатков. Я думаю, вы со мной согласитесь. Кто со мной не согласен по поводу недостатков? Кто их вообще помнит? Может быть, кто-то напишет эти 11 штук, если кто-то помнит. Сенсор дохлый, ЭПО лагает. СДР, спасибо. У тебя есть 2 года гарантии, так что заменишь. Да у меня нет проблем с этим аппаратом, друзья. На что сейчас стрим пишется? Какой микрофон? Владислав, микрофон был в позапрошлом, по-моему, или в прошлом обзоре на какой-то аппарат, я в конце показывал, боевский. А стрим пишется на Huawei 8 Pro, Redmi Note 8 Pro. Вот. И не пишется, а он снимается. У меня есть камера от кого-то там, которую я купил по просьбам кого-то там, но в итоге эта камера работает ужасно, поэтому я снимаю вот сейчас на такого рода аппараты, и я безумно этому рад. Потому что я считаю, что лучше снимать... Сейчас я на зарядку поставлю его, кстати, хорошо, что вы вспомнили. Потому что я считаю, что лучше, чтобы все было хорошо, чем рисковать. Вот, у тебя уши ощущают наушники Mi Air 2, а то у меня прям неприятно. У меня до этого были AirPods, и для меня это одинаково, в принципе. Якобс у друга тоже A70, брал его летом, неделю назад, говорит, без него динамик начал шипеть или что-то вроде того. В итоге продуло вот так вроде работает. Нет, продуть сенсор очень сложно. Вот мы смотрим на результаты наших стресс-тестов. Давайте, чтобы не пугать вас моим мужским антиманикюром. Не успела его сделать после дороги. Кстати, катался в Волжский-Волгоград, и вы можете посмотреть прошлые обзоры. Вот такие они города эти. Ну, что сказать. Я бы сказал, ничего очень сильно плохого я не вижу. Не лагает. Еще раз попробуем. Все равно сидим на обзоре. Так.
Что лучше, OnePlus Bullets 2 или AirPods? Конечно, по звуку OnePlus Bullets 2 и по микрофону, но помните, что это не ТВС, это шнурок. Ну, то есть это беспроводные наушники, но не отдельные. Как думаешь, за сколько его разобьешь? Думаю, не разобью, мне он очень сильно нравится. Не знаю, что выбрать для ежедневного использования. С днем рождения, один из лучших техноканалов. Видел Havit i92. Если у них норм звук, то это топ. Не видел, но посмотрю, скиньте мне ВКонтакте, может быть, я их закажу как раз, когда будет Black Friday. Хочу жене купить телефон, не могу определиться, OnePlus 7T или Samsung Galaxy S10e. А вы и то, и другое, дайте ей в ручки. В сторону Samsung даже не смотри. На стриме забейте заново палец один и тот же 2 раза в разных положениях и покажите, пожалуйста, как работает, если вам не трудно. Давайте закончится стресс-тесты без проблем. Один и тот же, один и тот же. Хорошо, давайте. Мне самому будет интересно. Кстати, большой палец на левой почему-то лучше работает. Может быть, я и правда как-то плохо забиваю. Но на то и есть программа, согласитесь, что вы не должны иметь возможность ее обмануть. Тарас, спасибо большое за то, что стали в нашей тусовке. Потому что тусовка то увеличивается, то уменьшается. Вот сейчас она за счет стримов увеличивается. Трonsмод T6 Max. Обзор ожидается. Тельман, не особо у меня колонки заходят. Может быть. Может быть, но я особого смысла не вижу. Почему? Потому что у Трансморта есть более дешевые и довольно неплохие вещи. Хотя уже начали писать люди, что у них начали дохнуть даже T6. И не один человек мне писал, и под обзорами тоже. Еще раз напоминаю, что если я прочитал ваш комментарий под обзором, я, значит, поставлю лайк. Ну, ввиду того, что я все читаю, я ставлю везде лайки. Очень прошу не писать маты, я устал их удалять, особенно в комментариях. На канале, несмотря на то, что детей всего 4%, они есть. И если вы заметили, я даже на стримах не ругаюсь, что мне непросто, потому что работа предполагает, что я на работе ругаюсь довольно много. То есть, если кто-то может сказать, что я зожевец такой ограниченный. Я не пью, не курю, не употребляю наркотики, но ругануться я могу, так же, как и по лицу получить. Вот. Как бы, вот, видите, чуть-чуть рассказал о себе. Напоминаю, что у меня сегодня днюха. Не забываем прожать лайк, кто хочет поздравить. И пишем, у кого какие вопросы. По поводу телефонов, еще раз напоминаю, что, слава богу, у нас 21 век. И вне зависимости от того, где вы живете, вы всегда можете подойти, взять телефон, потрогать, проверить, как он у вас лежит в руке, лагает или нет, как на нем будет воспроизводиться видео, как ваши наушники будут с ним работать. То есть, когда вы покупаете себе аппарат, вы покупаете его не на неделю. У нас не у всех есть зарплаты по 300-600 тысяч, даже если они есть, я уверен, что люди не хотят тратить по полтиннику каждый месяц, покупая новые аппараты. Конечно, если у вас есть прямо много очень денег, то я советую переходить на iOS-системы, покупаете себе тупо последний iPhone, тупо AirPods 2 и AirPods Pro, и все, и вы в полном фарше, нечего думать. Дальше ноутбук, компьютер, постепенно привыкните к этой системе и все. Но если у вас зарплата не полляма и у вас нет желания покупать стационары по миллиону, то давайте все-таки адаптироваться к Android-системам. И вот одна из таких адаптаций, это, еще раз напоминаю, OnePlus 7 Pro, плюс точнее. Pro. OnePlus 7 Pro, последний телефон от OnePlus. Чем мне еще импонирует эта фирма, эти телефоны? Тем, что они, я считаю, себя не пиарят. Они пиарят себя от противного. Миллиард блогеров вам 1000 раз повторит во время обзора. Я думаю, тоже повторю, что у OnePlus политика максимальное количество хейта в их сторону. То есть они очень любят, когда им пишут и крайне благодарны негатив любой, даже в роликах. И они становятся лучше с каждой моделькой. Несколько моделей в год выпускают. Еще раз напоминаю, что они становятся дешевле в течение там, буквально месяца. Но я не думаю, что эти телефоны реально будет купить дешевле, чем 35 тысяч в ближайшие месяца полтора. Да, сынок? Смотри. Да. С днем рождения, спасибо за правильные стримы, жду стрим на Vivo V18. Скиньте мне, пожалуйста, в ВК, может быть, куплю. Говорю, вот сейчас грядет Черная пятница, и я постараюсь снять.
точнее, купить максимальное количество товаров. Те товары, что я 11 числа купил, еще ни один не дошел. Так что все, кто у меня спрашивают, а нормально ли, что не отправили? Мне половину товаров еще тоже не отправили. А как там камера Xiaomi YY? Она еще у тебя нет, Владислав? Я в ней безумно разочаровался. И для всех, кто смотрит мой стрим, повторяю, по поводу камер, экшен камер, которые есть сейчас в продаже. Я не занимаюсь этим, потому что у меня нет возможности покататься на байке на красивых горах. Я считаю, что экшн-камеру нужно снимать исключительно в условиях гор, обзоры на них. И вот эти вот попытки снять съемка экшена в условиях города, ну, это особая форма мазохизма и садизма над зрителем. Все это должно быть красиво, либо вы должны быть в каком-нибудь Майами, ходить по пляжу и снимать вот эти видосики. К чему это все? К тому, что кроме GoPro есть только GoPro. И есть Сонька еще. То есть, если вы блогер, вы покупаете себе Соньку. Если вы занимаетесь какими-то активными видами спорта, то покупаете себе GoPro-шку. Вот и все. Лучше семерку, потому что разницы между семеркой и восьмеркой нет. Хочу себе купить восьмерку, но, скорее всего, я куплю себе экшн-камеру перед следующим отпуском в мае, для того, чтобы я, может, полечу в Китай и там чего-нибудь здесь с ней поделаю. Но, опять же, что-то делать веселое, нужно себя калечить. Калечить у меня ребенок есть и ипотека. Не знаю, думаю пока. В общем, на данный момент из всех камер, что есть, если у вас мало денег, вы покупаете GoPro 3 серии, если больше 5, если еще больше 7. 8 смысла особо брать нет, учитывая, что разница в цене просто безумная между семеркой и восьмеркой, и она практически одинаково снимает. Семерка за глаза за год-два. На 2 года. Я тоже так считаю, что если сейчас купить, то хватит на 2 года. Стоит ли брать 7T Pro? Телефон требует обновления. Стрейкер, я считаю, да, однозначно. Саша, с днем рождения, OnePlus себе оставишь? Конечно. Я себе его купил, Паша. Я еще раз повторяю, если вы заметили, я на стримах в основном рассказываю про аппараты, которые вот мне. Ну, блин. Так что нет, когда покупал себе OnePlus 5T в нашем Мухосранске, его не было нигде. Потом за 50к, понятно. Блин, я не подписался, когда было меньше 4к, сейчас уже плюс 100. Удачи тебе, ты молодец. Николай, ну, скажем честно, при 4к у меня и не такой контент был, и стримов не было, и сейчас мне кажется, что все более чем бодро. Александр, еще раз спасибо, буду считать, что это на днюху. Вот, дальше. QCY T5, Funkel Eye, Air Pro 2, Visor TP1. Хорошо, Funkel Eye, T5, Air Pro 2 и Visor T1. То есть Funkel Eye первая, так как вы перечислили. Мое мнение, опять же. С днюхой спасибо большое, Владимир. Все, кто хочет поздравить, прожмите лайк. Мне будет приятно, вам ничего стоить это не будет. Стрим у нас посвящен в первую очередь телефону OnePlus 7T Pro. А во вторую очередь, ну, просто общаемся, проверяем, как много людей с утра может прийти на стрим. Потому что, возможно, вечером стрим, я и повторю, либо только для спонсоров, либо для всех. Кому интересен стрим, еще раз, по поводу того, что я конкретно закинул себе в корзину на 29 число, можете поставить плюсики, может и правда вечером сделаю стрим и покажу вам на телефоне, что я планирую купить и объясню почему. Вот. Потому что в основном все равно я покупаю для личного использования, потому что перепродавать товары, которые ты покупаешь на обзоры, ну как минимум неразумно. Ты покупаешь, образно говоря, за 3000 и еле продаешь за 1000, еще на тебя смотрят как на барыгу какого-то. Люди не понимают, что ты тратишь деньги. Вот. Так что так. Посоветую Bluetooth наушники ТВС от $100. Вот. Bullets 2, а если вы имеете в виду, что ТВС от $100. Дальше. ТВС от $100. Конечно же, это AirPods последние. И, возможно, я о них скоро сделаю обзор, но я об этом пока думаю. Как думаешь, стоит ли покупать OnePlus 6T за 20к? Коля, вы смотрите на Алишке? Мне кажется, что реально чуть-чуть добавить и семерку купить. Чуть-чуть во время сейла как раз. А почему взял Redmi Note 7 Pro? Вот видите, Андрей, не только в процессоре. Каждый новый, получается, зритель на стриме замечает какие-то разные вещи между 7 и 7 Pro. 7T Pro, точнее, и 7T. Называю, не просто OnePlus 7 Pro. Да нет, там не только в процессоре. Посмотрите хорошенько.
Вот прям хорошенько. Говорю, у меня нет смысла сейчас сравнивать девайсы, я просто скажу, что здесь есть, в отличие от остальных OnePlus, стабилизация лучше, здесь больше скорость, понятно, лучше процессор. Здесь для меня адекватно расположенная камера, то есть мне вот этот кругляшок вообще никак, ну не знаю, все-таки эстетика. Закругленные края у самого экрана, бешеное разрешение, вы можете посмотреть на разрешение экрана, по-моему, у остальных не такое, и не по-моему, оно не такое. И чтобы еще, это флагман, у него есть стабилизация, притом на всем, и на телеке тоже. И мне вот достаточно, чтобы купить именно этот аппарат. Если брать что-то последнее, в моем понимании, ну, если вы не ограничены в средствах. Привет из Казахстана, здорово. Али, здорово. Почему не Sennheiser Momentum? Потому что я считаю, что они за бренд переплата большая. Я бы взял Funkel Sabot просто со своими ценами, абсолютно неадекватная фирмочка. AirPods Xiaomi не так уж хорош, звучат как с айфонами. Так, Троян, так и должно быть. У них кодек AAC, с чего они у вас будут звучать феерично? Я согласен, что особо дикой разницы нет между теми же AAC, SBC, aptX и aptX HD. Сейчас, наверное, аудиофилы уже вырубили мой стрим, но я сейчас сформулирую, почему я имею в виду, почему я именно это говорю. Потому что очень часто вы допустим, на том же телефоне не заморачивайтесь, не скачивайте те же расширение файлов каких-то больших объемов для музыки. И то есть качество не может воспроизводиться на том уровне, на котором может быть оно в сети. По той причине, что оно у вас в принципе не на том уровне. А второе, самое главное, это то, что все эти кодеки, это в основном разводилово. Посмотрите между aptX и aptX HD, какая разница в битрейте. Там не такая она серьезная. То есть это все маркетинговый ход. И если вы реально прям слышите разницу, то вы можете идти в блогеры-аудиофилы, только, пожалуйста, не делайте, как большинство из них, нахваливая каждые наушники. Я же тоже пытаюсь смотреть ролики, и мне иногда тяжело, потому что я делаю ролики на те же девайсы, люди обиженные пишут мне, что вот человек, который более чем разбирается в звуке, говорит, что это просто топ, а ты говоришь, что это хлам. Ну, товарищи, звук вещь субъективная, но максимально, что я могу оценить, я это оцениваю. Не максимально, а, скажем так, самое объективное, что можно оценить, это стабильность соединения, наличие шумов и есть ли каша. Все-таки инструменты слышны при любом раскладе, если вы оркестр слушаете, каждый по отдельности. Скрипку от барабана вы можете отличить. И если в этом хлам, то все остальное смысл облизывать и нахваливать. И наушники все разные, с разными девайсами они по-разному работают, и даже дело очень часто, к сожалению, не в кодеках, а в стабильности даже самого модуля Bluetooth. Вот, допустим, у Redmi 7 мне безумно не нравится он. Опять же, вспоминаем, что я много хожу, много бегаю, и когда я уши вставляю со своим телефоном в паре и слушаю, очень часто у меня чуть-чуть другие условия, не как у обычных людей. У меня нет машины, я везде хожу пешком. То есть я хожу там, где много Wi-Fi сетей, где-то линии напряжения. И для меня важна стабильность. И большинство моих людей, которые меня смотрят, также передвигаются на своих двоих в 9 из 10 случаев. Вот и все. Какой кодек лучше, AAC или SBC? В iOS-системах есть только кодек AAC, и он, по моему, опять же, мнению, и чисто это физика, чуть-чуть хуже SBC. Но там можно еще порассуждать о стабильности, очень проще говоря, он хуже, но чуть-чуть. Если я не прав, можете меня сейчас поправить, это вот насколько я знаю и насколько я это оцениваю. Хотя такого рода заявления, особенно на стримах, это довольно опасная штука. За сколько T7 Pro взял? Я взял за 47 тысяч. 46 980 что-то там. Нет, 45 980, 46 тысяч. Ссылка в описании на Алиэкспрессе за 42 на распродаже. Или там, по-моему, даже 41. Находил за 38, но магазины крайне сомнительные, поэтому я оставил ссылку в стриме на стандартное, на официальный магазин, проще говоря. Дальше. А почему кольцевой цвет, а не софтбоксы?
Владислав, а потому что мне все равно, в принципе, какая разница? Ну, окей. У меня было два софтбокса, они оба сгорели. Если вы думаете, что я свет покупаю по 15 тысяч рублей, он там, вот этот, по-моему, у меня за 4, и там с купонами за 2. И в итоге прошлые софтбоксы вообще по 1000 рублей я покупал. Опа, температура телефона слишком высока. Видели такое? Это со второго раза. Вот такой вот OnePlus 7T. Можно уже к недостатку отнести, правильно? И если кто-то сейчас мне напишет про брак, у нас будет конфликт. Я просто все время, еще раз повторяю, тестирую аппараты под самое не балуйся, мое мнение. Вот. Вы можете со мной не согласиться, но чаще всего так оно и есть. И вот, пожалуйста, яркий пример вам. Не будем его убивать. 74 градуса температура. Видите, он хуже получается, чем 7T. Ой, не 7T, а Mi 9. Mi 9 у меня 9 тестов подряд пережил, стресс-тестов. Простите, но вы не особо разобрались с кругляшком OnePlus 7T, а вы смотрите OnePlus 7 Pro. Название, как у вас, только без T. Окей, я понял. Я не особо разобрался, я просто не особо запариваюсь сейчас. У меня сейчас на обзоре 7T Pro. У меня нет даже в названии, что сравнение 7T и 7T Pro или семерки. У меня не было до этого OnePlus, и в принципе вот так. На данный момент ждем. Камера стучит или микрофон. Ничего не стучит. Очень жаль, если что-то стучит. Это тапки, скорее всего, были. В общем, стресс-тест что у нас показал? Что все плохо. Мы подождем, пока телефон немного остынет, потому что он сам снизил свою же яркость. 49 градусов ему уже очень не нравится уже. Подождем чуть-чуть, правильно? Щелкает, стучит чуть слышно. Да, на фоне есть стук. Ну, извините, пожалуйста, давайте включу, могу еще раз попробовать. Так. Нет, давайте не буду все-таки. Так лучше? Еще раз всем привет. Кто не знает, вы на канале Польза.нет. Здесь только быстрые, краткие, емкие обзоры и максимально длинные стримы, как вы уже заметили. Жесть, вот вам и T7 Pro перегрев от Antutu. Ужас, в мусорку его. Джекис, вот давайте только без вот этого особого рода негатива. Вы заметили, что я сейчас что делаю? Что делаю обычно на стримах, и поэтому я считаю, что данные стримы полезные. Пусть они там сотни человек полезны, тысячи. Я беру телефон, который купил за 46 тысяч рублей. У меня нет миссии его продать. Я при вас провожу его тесты, так же как в других девайсах, прямо на стримах, чтобы не было никаких вопросов. И как минимум я, наверное, жду лайка и благодарности, а не негатива. Я не буду его выбрасывать. Еще раз повторяю, что он мне нравится. Данный косяк вы уже увидели, как и я увидел. Я планировал сделать это на обзоре, так же, как и на стриме. Мы сейчас проверим, давайте тогда третий раз запустим. Запустится ли вообще. Еще раз третий стресс-тест, потому что еще раз Mi 9T у меня пережил 9 стресс-тестов подряд. И я его ругал, что было крайне печально. Давайте, единственное, яркость уменьшу, да, что он очень негативно настроен. Телефон сам к себе крайне негативно настроен. В общем, стресс-тест все еще проходит. Напоминаю для тех, кто только пришел, что мы сейчас проверяем телефон OnePlus 7T Pro. В этом телефоне у нас не нравится нам 11 вещей. И появилось 12, он безумно греется в стресс-тестах Antutu. Но единственное, давайте откровенно, я играл вчера в PUBG 1,5 часа, и он у меня не перегрелся вообще никак. Что значит? Значит, что у нас этот телефон, в принципе, не полный хлам. И то, что он не адаптирован под, опять же, стресс-тесты Antutu, не говорит о том, что он хламантин. Но мы сейчас посмотрим, не сдохнет ли он у меня на 3-м, 4-м, 5-м стресс-тесте, потому что мне уже самому стало, как и вам, более чем интересно. Вам же интересно? Ставим плюсики, кому интересно, и не забываем прожать лайк. Вот. Вы не забывайте прожать лайк, надеюсь. 7%, если что, чтобы вы не думали, что я его каким-либо образом выключил. Просто я чуть-чуть уменьшу яркости, чтобы он не отсвечивал на экран. Мы сможем пообщаться по каким-нибудь другим. Зови в PUBG играть. Так, Тарас, я откровенно скажу, мне не так много времени для игр. Это было между 2
И 3 часами ночи, когда провожал супругу, которая улетела у меня сейчас в отпуск в Барселону, я только что приехал из отпуска на неделю, катался в Волгоград, взял первенство над сыном и отпустил супругу в Барселону. И она полетела на 2 недельки в Барселону. И поэтому сейчас я вот такой сознательный отец, веду стрим, общаюсь с вами и планирую хомяка моего боевого 6-летнего вести на футбол через пару часиков, после чего делать очередной обзор, кормить хомяка, собирать в школу и дальше чем заниматься. Дальше не пабгом заниматься, но если вдруг ночью я буду заниматься пабгом, вы мне можете скинуть свои координаты, я вас добавлю в пабге. Но я лама непальская, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть в 20 лет назад, когда я играл в Half-Life, или 20, наверное, я не особо хорошо играл. И сейчас не особо хорошо играю во что-либо то ни было. Не страшно горячим испанцам жену на 2 недели? Александр, ну все бывает так сказать. Если не вернется, значит не вернется. Она же из Латвии ко мне прилетела. У меня жена проживала в Латвии, в городе Юрмала. Я такой, можно назвать, северный олень. Познакомились в аэропорту, но это не тема для стрима. Для стрима тема, что у меня сегодня день рождения, и мы тестируем OnePlus 7T Pro с уже 12 косяками, которые я постараюсь сделать в одном большом обзоре. Я надеюсь, что этот обзор вы у меня поддержите, хотя я уверен, что и в стриме все прекрасно сами узнаете. Но вот так. Северный Куколд. Не понял, как тебе телефон? Мне понравился Синджинал. Если он сейчас не сдохнет на 3-м тесте от Антуту, как я ненавижу ее произносить. 12 минут еще. Это 3-й тест. В общем, я его все равно буду убивать. Если телефон сдохнет, значит не судьба. Спасибо большое за то, что блокируете людей, которые используют мат. Еще раз повторяю, что канал у нас без мата. Раз, два, канал для взрослых дяденек и тетенек, либо для подростков, которые понимают, что матом ругаться не стоит. Хотите мат, пишите, идите в спонсора канала и будем делать отдельные спонсорские стримы с 3-этажным. Я думаю, я вас смогу в плохом смысле чему-то плохому научить. Ладно. Фанкл Ай взял по твоим обзорам, что у них хорошее звучание, но, увы, басов не очень мало. Басов очень мало. Вуду, подберите под себя амбушюры, там не может быть мало басов. Это не только мои обзоры, вы можете посмотреть и в описании товара, и в комментариях под видео, те, кто купил. Вот чего-чего. У них много брака, но басов у них более чем достаточно. Установи КПУ тротлинг. Олег, давайте мы сейчас закончим вот этот тест. Я не хочу дергать телефон, и потом я установлю. Напишите мне, как только я сейчас закончу этот тест, через 12 минут, либо в комментариях. А у тебя жену случаем не Кристина зовут? Бог-бог. Нет, не Кристина. Али, с днюхой, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, телефон с хорошей батареей до 10 тысяч рублей. Любая звонилка кнопочная, если... Хорошая батарея, понятие растяжимое. Я Redmi Note 7 взял с 4 гигабайтами оперативы на 29 ноября во время Черной пятницы. У тебя PUBG Lite? Нет, PUBG обычный, Artium. Смартфон. Что, смартфон? Окей. Долго выбирал себе ТВС наушники, пересмотрел кучу видосов, благодаря тебе остановился на Tisa i4. На распродаже выхватил за 18 баксов, уже летят. Поздравляю вас. Вам они понравятся, я уверен. Когда будет обзор? Ну, когда я закончу стрим и сяду его делать. Обзор на этот телефон, не знаю, как зайдет он. На данный момент он как-то плохо заходит. 249 лайков за 75 минут для стрима. Хотя с утра, может быть, это и нормально. Не забываем прожать лайк. У меня сегодня день рождения. Мы сегодня убиваем Redmi Note 7 Pro. Почему убиваем? Потому что уже на 2-м тесте по стресс-тесту по производительности у нас телефон сказал, что все плохо. Сказал, что он перегрелся и, возможно, в ближайшее время он сдохнет. При том, что я сейчас попытаюсь найти батарейки, мы сейчас измерим температуру, хотя Antutu обычно показывает более чем адекватно. Показывает она 49 градусов. Значит, здесь 49. Редко очень сильно они обманывают. Да и смысла им делать особо этого нет, потому что это сторонняя программа, и никаким образом наши телефоны ей не жалко. Вот. Дальше Redmi Note 7 Pro. Можешь Redmi Note 7 Pro, если денежек хватит. Как вариант, очень даже неплохой, я бы сказал. Дальше оговорочка. Оговорочка по Фрейду или что? Можешь написать.
Чем отличие от 7T Pro McLaren Edition? У McLaren Edition есть топовый чехол, там чуть-чуть другая расцветка, и там вместо 8 12 гигабайт оперативы. Вот и все. Как у Красновой, да? Вы, если заметите, у меня всего 3 подписки. На Wylsacom, на Краснову и по-моему, и все. А может и 2. 2 подписки на канале, потому что мне нравится Краснова, как юморист. Хотя... Наверное, это меня не особо и красит. Никак не могу найти батарейку. Прикиньте, приехал с отпуска, не могу найти батарейку для того, чтобы запихать его в сенсор. Это называется полная безалаберность перед стримом, да? О, нашел. У меня вопрос. Mi Max, он слишком большой для матери моей. У меня второй Mi Max. Но Redmi Note 7, по-моему, не такой большой. Недавно узнал про магазин Кафала. Не знаю, доверять или нет. Я вообще Кафага. Я ничему не доверяю, кроме Алиэкспресса. И тому не доверяю, просто они хорошо возвращают деньги. Канал Стас норм в плане юмора. Никита, он однообразный просто. Очень много лет я его наблюдаю, как люди его смотрят. Я не буду никого хейтить, либо наоборот пиарить. В общем, у меня миссия-то канала проще. Есть девайс, общаемся. Юморить довольно такое растяжимое понятие. У меня с юмором, допустим, плохо, я считаю. И, может быть, кому-то он заходит, мой юмор, но таких людей минимальное количество, поэтому надеяться на него как минимум глупо. Минимальное минимум. Видите, еще и оговариваюсь. Владимир, спасибо большое за поздравление с днем рождения. Очень приятно. Куплю сегодня мороженку себе. Без сарказма. Вы QN2 покупали от Xiaomi? Еще раз, Олег, QN2 это и есть Xiaomi, есть у них краундфандинговая платформа, помимо... Очень проще говоря, что такое Xiaomi? Я, может быть, сделаю когда-нибудь стрим, может, даже сегодня вечером. Есть Xiaomi, вот магаз Xiaomi, он скупает чертову тучу магазов вокруг. Их, допустим, 83. Помимо этого, он берет себе и делает платформу еще. Платформу для краундфандинга. То есть люди собирают деньги, и он помогает им распространять эти товары, делает на этом и процент, и имя. То есть, если товар хороший, то он начинает продавать его в основном в магазине. Если товар плохой, то он делает вид, что это не он. Но при любом раскладе это тот же Xiaomi. Видите, как я за это поумничал хорошо. И очень много блогеров почему-то не знают об этом, но сейчас посмотрят мой стрим и узнают, если кому-то надо. Вообще показывает 43-40 градусов, но сейчас мы наклеим стандартно на это дело какую-нибудь наклейку, хотя обычно они показывают, опять же, на наклейках меньше. Ладно, пусть так. Да будет так. Дальше. Это не подделка QC White 5 за $19. Я не знаю, их могут просто не выслать. Мне очень много товаров не высылают. Если вы хотите узнать, допустим, по поводу Huawei, третьих, которые я уже 4-й раз оплачиваю, в 4-м магазине. Я почему-то у товарища своего, который с Дальнего Востока мне помогает покупать товары, не стал заказывать. И это был, я считаю, с моей стороны приступ идиотизма. Потому что надо было купить, и уже бы они у меня были на руках. Но мне было жалко 12 тысяч, и плюс еще пересылка. И я, в общем, все время такой, я куплю за 10, и вот уже 4-й раз покупаю за 10, и в итоге не заходят, не доходят до меня, не высылают их даже. Опа, Олег, опа. Так, Бог, еще раз какое-нибудь упоминание о любом из каналов на моем канале, без разницы каком, меньше 500 000, то я буду блокировать людей. Еще стрим сегодня, да, возможно, будет. Стрим упал, с чего упал? С днем рождения тебе, успехов в личной жизни, удачи с твоим хорошим каналом. Ждем твоего первого ляма подписчиков. Давайте 130 тысяч подождем, потому что как только будет 130 тысяч, я закажу себе кнопку. И пока, да, у меня моральный спад. Почему? Потому что я заказал себе просто бешеное количество всяких хайповых штуковин, и они мне не идут. Либо идут очень долго, и поэтому я, получается, нахожусь в хвосте этого поезда обзорщиков, что довольно обидно. Дальше Realme 5 как? Не знаю, не тестил. Mi 9 Lite за 13,5. Идеальный вариант, Владимир, это если у вас есть десятка. Что взять? OnePlus 7T Pro McLaren Edition или Samsung Note 10 Plus на снапе. Сам пользуюсь Note 8 от Samsung. Вот в размышлении. Если вас Samsung устраивает, то лучше покупайте Samsung. Опять же, нужно пойти и пощупать ручками, поползать в менюшке. То есть, если вас устроит, каким образом работает данный аппарат под те задачи, которые вы используете. Я еще раз повторяю. Первое, что я сделал, когда взял телефон, я вошел в камеру и поснимал в 4К. И мне безумно понравился, как здесь работал стабилизатор изображения и автофокус. То есть, это прям волшебство какое-то, даже по сравнению с P20 Pro. Недостатки, еще раз повторяю, что здесь мне не нравится, как он слоумо снимает, потому что мало режимов в стоке. И
Это моя была задача. У вас может быть задача другая. Мне вообще без разницы, как он выглядит. Он может быть желтым, оранжевым, синим, голубым, серым. Ну, единственное, не черным, потому что такой цвет черный очень сложно по дому искать. А чехол, ну, топорный. Ну, я говорю, я уже 4 чехла заказал. Еще на распродаже закажу, наверное, штук 6 под него. Вот. Привет. В топ-5 моих каналов по обзорам лучшие, твое мнение авторитетно. Спасибо тебе огромное. С днем рождения. Ты реально классный. Спасибо большое, Алексей. Прямо бенефис мой вместо обзора получается. Артем Назаров, берите Honor 9X. Окей. Липерtek TVTVS или TOZA T10 или T6. Нет, ничего из этого, Артем, не планирую, потому что, по-моему, ничего из этого не продается на Алиэкспрессе. А все остальное, что продается не на Алиэкспрессе, я к этому отношусь скептически. Почему? Потому что Алишка – это торговая площадка. Если человек хочет делать деньги, он будет продавать на торговой площадке. Потому что это самая большая торговая площадка в мире. Если он на ней не продает, значит что? Все просто. Он не хочет видеть там комментарии на свой товар. Ему проще как заниматься сетевым маркетингом. То есть продавать через кого-то, и эти кто-то будут исчезать потихоньку, во-первых. Во-вторых, у них очень просто отзывы подчищать. Вот и все. Но это опять же мое мнение. Тоже не отправляют телефон уже 2 недели. Сочувствую. Каким телефоном пользуешься? Пользовался Huawei P20 Pro, разбил его в хламантин просто за 2 года использования. В итоге он умер, и поэтому я купил себе Redmi Note 7 Pro, о котором сейчас и рассказываю. Плюс у меня, конечно же, точнее не Redmi Note, а OnePlus 7T Pro. Плюс второй телефон у меня наверху, это Redmi 8 Note Pro. Redmi Note 8 Pro, все правильно. Мне интересно, откуда деньги взял, на что? Артем, у меня работа очень хорошая. Я не скромничаю. Плюс еще есть пассивные, конечно же, доходы. Blitzwolf Fi 5 планируешь заказывать? Не-а. Мне интересно, откуда так. А что знаете о наушниках Soundcore Liberty? Знаю, что их не продают, по-моему. А может и продают. Если их продают на Алиэкспрессе, можете скинуть. Я не знаю ничего, пока у меня нет товара в руках. Говорю, я вот эти все диалоги о животных из разряда «я видел по телевизору» или «видел в рекламе», а потом еще выпускать ролик «а я вот видел в рекламе, они обманули». Ну, стадо олигофренов. Хотя у каждого свой подход. Кем работаешь? Инженером. Будете себе брать Mi 9T? Может быть. Что слева флешка от Samsung делает? Флешка от Samsung здесь лежит как напоминание об одном из минусов данного аппарата. Данный аппарат не поддерживает флешки, и это нехорошо. Вроде бы 256 гигабайт это много, но нет, немного. Как торговая... Озон нормальная. Так же, как Wildberries, только нужно проверять 10 тысяч раз один и тот же товар. У меня есть Mi AirDots, как думаешь, первый... у меня есть Mi AirDots, как думаешь, брать первый или второй? Не понял. Вы хотите, Али, купить первые или вторые Redmi? Купите для начала затычки Redmi AirDots черненькие, если вы хотите что-то от Xiaomi. И если вам повезет и там не будет шумов, вы 1000 рублей потратите не зря. Жду Mi 9T Pro, сейчас у меня OnePlus 6T. 6 просто. Егор, поздравляю. Очень интересно, чем Anker вам не нравится. У меня было, Анна, 3 пары наушников от них. По-моему, я даже на одни сделал обзор, а 2 другие пары были просто ужасные. Я списался с производителем. И, в общем, они сказали, что может быть у меня брак, и поэтому я не буду рассказывать о том, что мне не нравится. Геннадий, вы очень глупы. Еще раз повторяю, на канале мата нет. И если вы пишете матом, вас либо сам YouTube блокирует, либо блокирую я. Ну, чаще всего YouTube, это я говорю для Геннадия, который здесь матом кроет, но, к сожалению, никому это не видно, к его сожалению. Тем более он сейчас будет еще и заблокирован. Дальше. В чем именно минус отсутствия поддержки SD-карт? 256 гигабайт маловато, когда вы снимаете в 4К. То есть, если вы куда-то поедете, и вы поедете без ноутбука, либо плохой интернет будет, чтобы выгружать в облачное хранилище, при том, что это при любом раскладе всегда долго, даже какой бы интернет ни был. Плюс еще нужно искать это облачное хранилище, потому что родное их с ограничениями, как у всего, что есть в интернете, не платного. В общем, проще говоря, мало. Ну, мне мало. Вам будет, вполне возможно, более чем достаточно. А как тебе новый Razer раскладушка? Пока не тестил никак. Это то же самое, может быть, что с Samsung. Может быть топ, а может быть хламантин. И, скорее всего, хламантин. Сейчас у меня 5+, жду Mi 9T. Поздравляю. Скачай на него Google камеру. Егор, на него не встает Google камера, я уже пробовал. Куда вам ссылку кинуть на наушники Anker? ВКонтакте.
Ага, на eBay и Амазоне смотрел их. На Алике, да, мне на Алике нужно. Ну тогда есть же Type-C флешки до терабайта, Jack Moon, но вы же понимаете, что тогда нужно таскать эти флешки с собой. Саша, какие браки бывают в беспроводных наушниках? До моря. Начиная от того, что они у вас шумят, заканчивая тем, что у них нестабильное соединение, либо у них барахлят кнопки сенсора особенно. Вот почему я механику люблю, потому что у них такое редко бывает. Плюс даже плохо собраны могут быть. А если на Redmi 7 Google камера? По-моему, да. По-моему, ее накатили на 4 PDA, я видел вроде бы. Почему на Озоне надо проверять 10 тысяч раз, и он наравне с Алиэкспрессом? Нет, я думал, вы имеете в виду Озон, потому что это такой же, как Wildberries магазин. Почитайте отзывы в интернете. Я не буду сейчас разоряться. Помогите, могу себе позволить любой iPhone, хочу выбрать для хорошего гейминга, для фоток. Берите последний iPhone тогда и все. Если вы можете себе все позволить, вообще не запариваясь, берите последний iPhone, потому что что в фотографиях, что в видео, что в играх, все топ. Это iOS-система, они не могут быть не топ. Так, у нас еще раз он отработал. Смотрим. Да он, я не понимаю, Amazon пишет или Озон. Дальше, к чему мы это все? К тому, что давайте проверим сейчас еще, какой вы программой просили проверить телефон? Game Throttling или CPU Throttling? CPU Throttling, по-моему, да? CPU Throttling тест. Ну, помню, что он уже прогрелся. Дальше. ВК нету, кинул в Фейсбуке, не посмотрев на ссылки контактов, задал глупый вопрос. Сори, да ничего страшного. Сколько стоит этот? 46 я отдал, по ссылке в описании 42. Я думаю, на распродаже будет 41 вместе со всеми кэшбэками в районе 39. И думаю, через месяца 3 можно их за 36 купить. Когда стрим Pornhub? Мне кажется, что это лайк... Кейк, еще один. Вот почему-то какое-то стадо людей, которые хотят быть заблокированы именно с утра. Вечером такого не бывает. Какие-то iOS-уши до 5000 рублей выбрать заранее спасибо. Есть топ-10 на канале до $20 и до $50. Посмотрите, там как раз вот все, что вы можете, все, что вас интересует. Установил программку, извините за Это GT2, ужасные часы от Huawei. Обзоры есть на канале, и я их ношу для того, чтобы напоминать о том, что это хламантин. Так, КПУ почему-то не работает. CPU. Вообще, ну-ка, сейчас посмотрим. Притом телефон сам не лагает вообще. Очень странно. Очень непривычно. Не работает эта прога. Может быть, ее что-то блокирует. Ну, попробуем попозже. Сейчас у меня есть еще одна идея. Ага, все, уже телефон начал, смотрите, лагать. Подлагивать. В общем, проще говоря, вы разрушили мои иллюзии. Фантомные нажатия есть по бокам? Пока нет. Пока нет. Так. Производительность искусственного интеллекта. Кому интересно будет, давайте. ИИ. Искусственный интеллект forever. Дальше. Какие наушники-вкладыши по вашей версии лучше? Конечно же, AirPods вторые. Если у вас нужна альтернатива, это Mi Air 2. Евгений, если вы будете покупать на Алике, то вы попадете на таможню. Вполне возможно, если вам не оформят как гифт. Сколько стоил телефон? Еще раз повторяю, 46 тысяч в Москве. Вы реально можете купить на Алиэкспрессе до 40 тысяч по ссылке в описании. Если еще и с кэшбэками, говорю, до 38 можно опустить. Но опять же, только на Black Friday. Так может OnePlus 8 подождать, можно и 9 потом, а потом 10 подождать, а потом 11, а потом 12 подождать, Евгений. Вообще можно без телефона жить, это не сарказм. Это к тому, что при любом раскладе, какой бы вы телефон ни купили, потом выйдет новый, и вам будет обидно, что у вас не новый. И это маркетинг. Почему не выпускают вещи, как при совке или в 60-е годы в США, эти неубиваемые кирбевские пылесосы древние? Сейчас у них даже не такие, потому что невыгодно выпускать что-то, что не ломается.
Дальше. Звонилка OnePlus делает по мнению записи вызовов как делает по умолчанию записи вызовов как Xiaomi 8, понятия не имею. Какой у тебя Powerbank? Это Xiaomi-шный на 20 тысяч. А вообще у меня сейчас спрашивали на стриме про беспроводной. Есть Xiaomi-шный беспроводной, я его супруге дал в отпуск. Она сейчас, еще раз повторяю, улетела у меня в Барселону. Еще не улетела, завтра улетит, сейчас уехала в Питер. Завтра будет в Питере и завтра улетит. И ей я отдал Powerbank беспроводной. Вот. Какой лучший телефон в пределах 10 тысяч рублей? Или 100? Я не совсем понял. Если 10 тысяч, то Redmi Note 7, но не обязательно 4 гига оперативы. Евгений, у меня Redmi 4A, это плохо. Ну да, но окей. Дальше. OnePlus 5T все еще смотрит на все остальное как, ну, смотря как смотреть, Дмитрий. Я же еще раз повторяю, что все зависит от того, что вам нужно от телефона. Если вам телефон дает то, что вам необходимо, то почему бы нет? Так, скачать ресурсы для тестирования. Будем надеяться, что он скачает их. Сейчас посмотрим. Не факт, что мой любимый Мегафон с супер 4G связью скачает то, что нужно. Что-то мне подсказывает, что... А, нет, качает что-то. Ну, посмотрим. Дальше. Что вы можете сказать по поводу Amazfit Stratos 3? А у меня есть обзоры и несколько стримов на них. И вот они лежат, если вам от этого будет легче. Мне они нравятся. Мне они нравятся больше, чем GT2. И они GT2 даже рядом с ними не лежали в плане спортивных функций, потому что это часы за 15 тысяч. И когда мне 1000 раз говорят, что, чувак, эти часы за 15 тысяч ты можешь получить в подарок наушники за 6, которые реально стоят 2 и мне не нужны, и они будут у тебя 9. Нет, они стоят 15, реально там, по-моему, за 13 сейчас их купить на распродажах на Алишке. И они своих денег не стоят вообще никак. Автономность у них неделя, по моим подсчетам, можете хоть убить меня. Потому это учитывая, что я еще и не использовал ни голосовые вызовы, ничего подобного. Что-то я понесся по часам, давайте все-таки по телефону. Пойду OnePlus 7 закажу. OnePlus 7 Pro все-таки хороший вариант, все-таки хороший телефон. Ну а почему нет? Хороший. Говорю, мне OnePlus вот в принципе понравились. Давайте я Wi-Fi подключу, не уверен, что... Если будет проседать интернет, то вы напишите обязательно, хорошо? Напоминаю, что у меня сегодня днюха. Не забываем прожать лайк, кто новенький. Напоминаю, что на канале нет мата. На канале частые стримы с ответами на вопросы. Здесь мы просто тупо общаемся. Тупо, не тупо. Ну, я вот тупо сижу, потому что я много десятков раз отвечаю на одни и те же вопросы. Вы сидите по-умному. Вы пришли, спросили и ушли. А сегодня мы с вами общаемся по поводу магического телефона OnePlus 7T Pro, и у него уже 12 косяков. Один из них очень жесткий. Это мы словили перегрев на втором тесте подряд в Antutu. Может быть, у нас какая-то супер защита здесь стоит. Почему? Потому что, нет, это все мазохизм так долго скачивать. Продолжить нажмем сейчас. Сейчас 5 секунд. Может быть, КПУшка загрузится? Нет, не загрузилась. Давайте все-таки продолжим в Antutu Benchmark. Может быть, он скачает через Wi-Fi. С днем рождения. Спасибо большое, Тык. Думаю, стоит ли переходить на Mi 9 на OnePlus 7 Pro. С Mi 9 нет, не думаю, что стоит. Хотя, все смотря как смотреть. Какой телефон взять на Али в ближайшее время? Плюс-минус 10 тысяч. Еще раз повторяю, только Redmi Note 7, притом на 4 гига оперативы. Нужно как-то извратиться с кэшбэками, со всеми ссылками и с купонами. Попробуйте. Может, повезет. Как считаешь, вредны ли AMOLED-экраны для глаз? Камира, я вообще считаю, что вредно все, и от всего мы умираем. Это не из разряда того, что давайте побежим и лупанем все себе по вене. Я против наркотиков, алкоголя и табака. Не радикально, но против. И поэтому нет, экраны я не думаю, что влияют. Особенно, если вы используете очки какие-нибудь защитные. А вроде бы Oxygen OS всегда использует на 100% процессор, а остальные системы тротлят. Ну, здесь, да, здесь стоит Oxygen, но нужно понимать, что здесь изначально Hydrogen стояла, и, может быть, криво поставили мне оксидженовскую прошивку, потому что это китайская версия аппарата. Вот. Как бы так. Нравятся наушники Havit G1? Нет, они днище, можете посмотреть мой обзор, он очень радикальный, и я переболтался в нем, но я о них так и думаю, что они плохие, потому что они не всем подходят. Какие смарт-часы могут ответить на сообщения в пределах $300? Ёшки-гагошки. TicWatch, но они мне не понравились, и, ну, это не C2, посмотрите, там есть, по-моему, с симками. Лемфа, но они хламантин. Вот, и пошла. И что еще? Ну, конечно же, Apple Watch, если у вас iPhone.
Про электронную книгу Xiaomi уже слышал, но их то продают, то не продают даже в самом Китае. У них даже английского языка нет, не совсем понимаю, зачем мне ее покупать. Тебе нравятся уши Xiaomi Mi Gaming? Да, Вилтер, но многим не нравились, а я их до сих пор использую. Мне они реально нравятся, можете посмотреть обзор на моем канале. Александр, помоги, пожалуйста, есть в программе MSFit настройка разблокировки при подключении Stratos 3. Я сейчас не смогу помочь. Давайте на... Так. А у меня был Stratos подключен с Huawei, который хлам. Наверное, надо... В общем, вечером напишите мне в ВК, так как вы мой спонсор, я обязательно проверю. По-моему, есть 99%, но лучше перепроверить. Что думаешь насчет китайской версии Honor 9X? Там стоит 810 Kirin вместо 710. Он куда мощнее. А я не думаю, а что вы от нее хотите конкретно от этого девайса? Еще раз повторяю, что от любого девайса нужно четко понимать, что вы хотите. Так, классификация изображений, скорость и... Вот если кому-то интересен этот бэчмарк, пожалуйста. Мне, допустим, бэчмарк от ИИ вообще ничего не говорит. Зачем он нужен, кому он нужен. Возможно, вам нужен будет. Дальше мы сможем еще раз посмотреть, что сделает у нас 3D Mark. Вы, я думаю, будете не против, тем более для тех, кому полезно, кому интересно, пусть перегретый телефончик сейчас еще чуть-чуть помучается. Дальше. Короче, повторяюсь еще раз, есть задержка в буллицах вторых на OnePlus 7 Pro на Android 10. Но у меня нету. Стелс. Не очень сильная, но чувствуется. Я говорю, вот это одни из тех наушников, в которых у меня нет задержки. Я не знаю, почему она у вас есть. Потому что они работают по aptX или aptX HD, по-моему, по aptX. И физически не может быть, чтобы была задержка. Может быть, у вас плохой интернет. Попробуйте с Wi-Fi-евским интернетом. И смотря какой телефон. То есть вопрос не в андроиде и в наушниках, а вопрос в том, какой телефон, какой модуль, древний он или нет. Может, он у вас раздолбан, как мой по 20 Pro. Может быть, какие-то проблемы. Дальше. Александр, стоит ли брать Meizu 8X? Вообще Meizu не стоит брать, у них очень плохая поддержка. OnePlus 7 Pro. Очень странно, Стелс, что такая у вас лабутень. Трубка новая. Обновляли? Ну, говорю, попробуйте обновить. Я думаю, да. Вот точно задержки быть никакой не может. Не должно быть. Если вы покупали, тем более в магазине буллицы вторые, придите вместе с телефоном и скажите: безумные покемоны, а ну поменяйте мне их, потому что это бред. Ну не может быть у них задержки. Хотя вы не первый, кто пишете мне о задержке, наверное, человека 2 еще писало с момента обзора. Так, когда будут тесты кроссовок? Верту, я вам скажу даже больше, что я, по-моему, пары 3 тестирую сейчас. Вопрос не когда они будут, а когда их запилю. Постараюсь на следующей неделе. А суммарно у меня, наверное, пар 7 кроссовок, которые я тестирую. Какие можете посоветовать хорошие умные часы, которые, кроме Apple Watch? Идеальных тогда, Aziz, больше нет никаких. Никаких не посоветую. Почему? Потому что если для спорта, я советую MSFit любые. Если для того, чтобы звонить и в вашей стране поддерживается eSIM, MSFit Nexa. А чтобы вообще не лагало, только Apple Watch. Вы можете Samsung посмотреть, но они габаритные. Сходить в магазин, потрогать их, но мне они не нравятся. Если вам плевать, сколько девайс стоит, можете, чтобы звонить с них или нет, хорошие умные часы. Ну вот, Huawei GT2. Если не учитывать цену, они бы вот стоили 1009, они хорошие. Скажите про Honor FlyPod Slide. Проблем с ними нет? Нет, есть, Расул, у них очень много брака, почитайте в интернете. Они много продают, у них много брака. ТЧК. Паша, здорово. На 4PDA есть статья про Google камеру на Redmi 7. Но как перехожу на ссылку, пишет, что удалено, так и со всеми. Если вы на форуме читаете, вы реально можете найти, напишите, вам скинут ее. Будет что-то про умный дом от Xiaomi. Рома, у меня нет умного дома, поэтому я ничего не могу рассказывать. Вот какие-то девайсы, которые я покупаю, я рассказываю о них. Вот, допустим, недавно, но они не умные, я купил 2 увлажнителя дарма. Сейчас я купил прям Xiaomi-шный увлажнитель большой. Тоже о нем расскажу. По-моему, его уже можно подключать по Wi-Fi. И обязательно решим, хорош он или плох. А еще какие вещи? Я не помню. Я что-то заказал уже модное. Может быть, еще пару девайсов дорогих закажу, потому что мне они самому интересны. Вот сейчас на сейле как раз. И я так понимаю, вам они интересны тоже. Но если вы посмотрите топ-5 щеток звуковых, у меня как-то не особо зашел, поэтому у меня стоит вопрос, рассказывать о подобных девайсах от Xiaomi или нет.
Не забываем прожать лайк, кто свеженький, кто новенький. Напоминаю, что мы сейчас OnePlus 7 Pro обсуждаем. Этот телефон, который я себе купил, и в нем мы нашли 12 недостатков, из них 6 прямо бодреньких, по моему мнению. Особенно бодрый тот, что при втором тесте в Antutu, в стресс-тесте, аппарат сказал, что он перегрелся, хотя по замерам температуры полтинника это мелочи жизни, потому что Mi 9T у меня грелся так без проблем. То есть у меня, по-моему, его раз 9 гонял подряд, и ничего с ним не было. Ну что за... Так, кстати, заказал себе бритву по вашему совету. А на свой Philips жаба дает, не дает по 300 плюс покупать. Ну что, за $10. Ничего не понял, но хорошо. Ничего не понял, но очень интересно. Видите, пытаюсь шутить. Привет, давно не могу определиться, какие ТВС наушники себе купить до 1500 рублей. Выбора много, но для меня звук на первом месте. Я так понимаю, что для такой цены сложно найти хорошие уши. Лови, если вы аудиофил, вообще забудьте о беспроводных наушниках. Видите, как мы плотно и быстро решили вашу проблему. Никакие сотни долларов вам не помогут, потому что даже, не знаю, уши за 2000 рублей проводные, они будут звучать в разы лучше, чем любые беспроводные за 300, за 700. Ну, может быть, Соньки только, вот эти, которые за 1000 баксов или за сколько там, за 20 тысяч рублей, 1000 баксов я перегнул. Вот они будут более-менее. И то я уверен, что... накладные, проводные есть лучше за меньшую цену. Так, поздравляю с днем рождения. Спасибо большое, Юрий. XT или Mi 9 Lite, Note 8, что Pro, что брать? Вы понимаете, что из всего, что вы назвали, у меня на тестах был только Note 8 Pro. Мне он очень нравится, как снимает видео, но не нравится, как он... Как играть на нем. То есть мне не нравится его производительность. Хотя всем, абсолютно всем, кого я смотрел из блогинг-сферы, и пользователям как раз нравится, как на нем играть, нравится, но не нравится, как он снимает. Вот такая лабутень. Поэтому XT и Mi 9 Lite понятия не имею, как отрабатывают. Mi 9, можете посмотреть обзор обычный, как отрабатывал. Каким телефоном ты пользуешься на постоянке? Это можно считать сарказмом, потому что начал я свой стрим с того, что показал, что Huawei P20 Pro, я убил мой постоянный телефон, и поэтому я купил себе OnePlus 7T Pro за 45 целковых, за 46 тысяч. Я купил Tisa i4. Ну и как, Артем, вы поделитесь своими впечатлениями? Большая разница между кем, Никит? Вы каждый раз, когда пишете сообщения, помните, что сообщений очень много, и я на них на всех отвечаю. Соответственно, я не всегда запоминаю, что было 5 минут назад. Я аудиофил, но терплю пока что беспроводные. Какие проводные только не играл, ломается провод около штекера. Так в этом-то и магия, что если вы аудиофил, вы покупаете вот такие наушники и совершенно свободно берете под них отдельные провода. И не обязательно такие, вариантов-то немерено. Можно взять и такие. У меня, по-моему, пара уже 6 по дому валяется. Не на все еще сделал обзоры, но вот эти хорошенькие, кстати, тоже. И недорогие. Лучшие были те, что стоят 100 баксов, RN-овские, но цена космос, конечно. Но мне понравилось, что там затычек, амбушюр много. А с последними, смотрите, сколько амбушюр пришло. Я такой первый раз вижу. Получается 6 пар амбушюр. И это прям очень круто. Ролик будет про 7T Pro? Да по-любому будет, даже учитывая, что он не особо зашел, как я вижу на стриме. Почему нет? Вам же интересно? Ставим лайки, кому интересно, чтобы я сделал ролик про 7T Pro. Но это почему-то будет, наверное, все-таки ролик о 12 недостатков 7T Pro. Поэтому лучше его не смотрите, если вы решили этот телефон купить. Потому что этот телефон я себе оставлю, мне он нравится. ТЧК. Ну что, для тех, кому важно, а я уверен, что и такие найдутся, стресс-тест есть этот, давайте еще iStorm лупанем. Почему я это все делаю? Сразу отвечаю на вопросы. Пусть даже 20 человек, кому интересен данный аппарат, все-таки посмотрят данный стрим и решат, стоит этот аппарат своих денег или нет. Потому что половина из этих тестов мне, допустим, не нужна. Что мне нужно, я сам проверил. Мне нужна была нормальная камера и более-менее адекватная автономность. Она чуть-чуть меньше, чем я планировал, но я все время с собой пауэрбэнки ношу, поэтому мне, в принципе, как-то наплевать. И что еще? Мне телефон понравился, несмотря на то, что он уже во втором стресс-тесте нам сказал, что он слишком перегрелся. Камера выпирает минимально.
И магия в том, что в любом чехле камера прячется. То есть даже в стоковом чехле камеру практически не видно. Видите, какой телефончикус модный. Так, что-то как-то фокус. О, вы ощущаете, даже фокус настраивается. Ладно, потом я его поближе покажу. Во всяком случае, давайте я лучше покажу его поближе в нормальном обзоре, а не сейчас. Не забываем прожать лайк. У меня сегодня днюха. Может быть, вечером будет еще один стрим по поводу того, что я решил брать на Черную пятницу. Конкретно я, а не что я не советую в принципе на распродажах ничего покупать. Это еще учитывая, что я все время покупаю только на распродажах. Сколько стоит? 46 тысяч, по ссылке в описании 42. На распродаже реально взять будет Черную пятницу за 38, я так думаю. Но не факт. Потому что там, где было 38-39 тысяч, вчера они были, а сегодня их раскупили. Быстро их раскупают, особенно T7, OnePlus 7T Pro, в первую очередь, наверное, потому что они вторые по скорости в мире после Рога. А Рог стоит космос. Когда Черная пятница? 29-го. С днюхой, бро. Спасибо, Сексол. Александр, добрый день. Скажи, пожалуйста, сколько 7T Pro Antutu у тебя выдал? У меня 9T 425 тысяч показал. С днем рождения. Спасибо. Я сейчас покажу. Вы можете потом посмотреть на стриме. По-моему, 470. Можете меня поправить. Он второй. Он после, получается, идет после Азуса, который Рог, который космос стоит. Хороший канал, успехов в будущем. Попробуйте наклеить стекло Макало с ультрафиолетовым клеем. Окей. Почему не хотите покупать FIA 5? Потому что, Артем, я купил FIA 5, послал подписчику, который выиграл Mi Band 4, и он меня кинул, заблокировав. И я не хочу к этой теме возвращаться, так же, как и с Huawei браслетом 3 Pro, который я тоже выслал по ошибке подписчику, который у меня что-то выиграл. В итоге подписчика у меня нет, и Huawei 3 Pro тоже нет. Это напоминание о разочаровании в людях. Да, и я бы так не сделал, вот, даже в школе. Как бы так. Но это, скажем так, это не хорошая информация. Давайте о чем-нибудь хорошем. Huawei Mate 30 Pro когда-нибудь будет. Антон, я очень на это надеюсь. Мне самому хочется купить этот телефон, я вам честно скажу. Сейчас посмотрим, что у меня как будет заходить, и может быть я его даже сейчас куплю. Хотя эта штука 46, и он еще полтинник. Но жена в отпуске, может быть, не узнает. Может, и куплю, посмотрим. Такими темпами я свою вторую ипотеку никогда не выплачу. С днюхой, здоровья во все органы и денег во все карманы. Спасибо, Олег. Главное здоровье, и это не сарказм. Все остальное можно набрать. Дальше, Владислав, еще один. Если кто-то будет упоминать любые каналы на моих стримах, в комментариях, еще в чем-то, он будет просто забанен. Где живешь? В Архангельской области, и погода здесь, как всегда, холодно. Как звучит OnePlus 7T Pro из внешних динамиков? Не фонтанно, но, честно, я по-нормальному не тестил. Мне не интересно, если честно, как он звучит, честно. Там, по-моему, один динамик. Нет, он из двух. Он отсюда и оттуда кричит. Когда разберусь, я сделаю обзор. Говорю, это стрим обзора, и включать здесь динамики из разряда вот, послушайте, как YouTube сжимает, как сжимает мой микрофон, и как выдает ваш динамик, ну, это бред. Годный смартфон? Да, Егор, по моим мнению, да. Понимаю, я в Ханты-Мансийском автономном округе такая же фигня. Да, стелс, холод, наше все. Привет, здорово, дракон. Егор мне зашел, мне тоже. Как камера по сравнению с P20 Pro? На одном уровне Search автофокус лучше и нет Rich, но близко. Камера по сравнению с T20 Pro. Я на P20 Pro снимал, и мне не нравится только здесь слоумо. Вот. Общая оценка максимум. Ощущаете? Максимум. Так, кто у нас спрашивал по поводу... Давайте OpenGL еще третий проверим, а потом снова вернемся по поводу бэчмака, потому что мы один раз его прогоняли. Привет, какие Xiaomi-шные часы лучше для бега? Stratos 3 на данный момент, потому что они самые последние, у них лучше всего с автономностью. И мне, учитывая, что вторые Stratos безумно нравились, эти нравятся чуть-чуть меньше из-за внешнего вида, но согласимся, что они продуманнее. Мореда, спасибо за поздравление с днем рождения, очень приятно. Не забываем прожать лайк. В первую
первую очередь за телефон, потому что OnePlus 7T Pro, который у меня на обзоре, набрал уже у нас 12 недостатков. Точнее, это не обзор, это стрим. Обзор будет, но стримы у меня как раз для того, чтобы вы, если решили что-то брать за 40 с лишним тысяч, могли посмотреть, спросить у меня, я прям при вас проверил. То есть мы уже просто бешеное количество косяков нашли, но мне все равно этот телефон нравится, потому что я его брал это выполнять. Что-то где-то пикнуло очень жестко, и мне это не понравилось. Надеюсь, что все good. Ага, извините, ошибка при запуске. Будем надеяться, что это не из-за перегрева. Давайте еще раз попробуем. Дальше, здорово, Знюха, тебя, знаешь, какие-нибудь кроссы от Xiaomi на зиму. Да, и если в Mi Fares вы потерпите, вы можете увидеть мой обзор на эти кроссовки, но они такие а-ля на зиму, потому что то, что я взял на зиму, просто китайский ширпотреб с их краудфандинга, а вот то, что я взял для трейла-на зиму, они топ. Я вчера ходил при минус 14, и все отлично, ну, исключительно, конечно, голень, то есть... Не голень, а получается, ну да, голень может замерзнуть. Носки надо плотные надевать. Привет из Крыма, с днем рождения, крепкого здоровья. Спасибо большое, Арс, очень приятно. Как тебе серия Mi Max с днем рождения? Ну, Xiaomi делает деньги, что как, хорошо все, хорошо они делают деньги, хорошие телефоны. Было бы круто увидеть исходники видео, как камера снимает, оценить без сжатия YouTube. Глеб, хорошо. Я подумал, как это сделать. Может быть, я ВКонтакте выкину. Может быть, прикрепленным файлом на Google. Что-нибудь так. Буду ждать, спасибо. Вам спасибо за вопрос. Так, большая ли разница между первым и вторым поколением наушников от OnePlus Bullets 2? Как я знаю, большая, но я покупал только Bullets 2, поэтому я не могу сказать, что вот прям космос. Для меня, именно по характеристикам большая, поэтому я купил вторые. И я им безумно рад, хотя у меня чертова туча наушников дома валяется, и на обзорах было, и я каждый стрим вспоминаю. Если кому-то это была инфа интересна, вот, пожалуйста. API Overhead. Дальше. Мы дальше идем в Antutu. Почему я все время по-разному называю? И повторяем тест. Да? И кто бы что ни говорил, мы повторим. Дальше. Что думаешь о 7T? Норм. Все норм. Поздравляю с новым телефоном. Я решил не переплачивать и просто взять 7 Pro. Какая разница минимальная? ТТТ. Говорят, много брака, буллетсы вторые. Ну, говорят. Я не знаю. Мне они нравятся. Мне попались без брака, наверное, потому что кто-то пишет о задержках, кто-то... в основном пишут о задержках. Я не знаю, в чем дело. И некоторые даже блогеры говорят, что вот, OnePlus не продает. Черт его знает. На официальном сайте продает свои наушники. Что значит не продает наушники? Потому что там есть брак. То есть они сами себе враги, они продают уши, в которых есть брак. Это бред. Вот. И то, что у меня точно без брака. Дальше, что телефон с 90 Гц садит батарею? Садит. Притом неплохо. Я еще раз повторяю, что по моим меркам не очень хорошая батарейка здесь. Что думаешь о 7T? Норм. Какая ли разница между первым и вторым поколением? Уже отвечал. Цвет green, как он тебе? Да никак, я особо не парюсь по поводу цветов девайсов. Не затягивай стрим, у тебя боевой хомяк грустной ложкой стучит. Нет, это я не знаю, что стучит, кстати. Вот мне уже сказали, это с камерой трабл какой-то, надо посмотреть. А может быть это, кстати, переходник не до конца, черт его знает. Либо вибрация. Сильно слышно, да? Самые достойные беспроводные наушники до 5000, по твоему мнению. Есть топ-10 на канале, что топ до 5000 рублей, если вкладыши, вот. Это Xiaomi-шные до 5000 рублей. Если затычки любые вообще, они в принципе все близки. Я говорю, если вы хотите перекрученный бас, это Sylob LS101. Если вы хотите просто дешевые наушники, Redmi берите, или Halo GT2 за 20 баксов, там, даже дешевле, за 15. И нечего себе мозг делать. По поводу затычек, все. Если вам нужна классика, и вы не любите громкую музыку, это Meizu Pop 2, и все. Вот. Если не хватает автономности, то в настройках можно включить 60 Гц. Я в курсе, Артем. Есть еще даже автоматическое разрешение здесь. То есть вы можете включить, чтобы телефон не все время был в разрешении 3120 на 1440 и сам менял разрешение. Какая у тебя задержка? Вы что думаете о беременной? Вы Colorful, вы о чем? Посмотри обзор на канале.
Да, на Тисы есть обзор на канале. Дальше на Mi 9 Lite будете делать обзор? Давно жду его, покупать его или нет. Нет, у меня на Mi 9 был обзор. Зачем брать Mi 9 Lite? Егор, у нас обед. Приятного аппетита. Отклик сенсора на Stratos 3 лучше, чем в предыдущей версии? Ну, чуть-чуть. Если да, то чуть-чуть. Я имею в виду задержку на стриме. Она видна? Напишите, стрим лагает или нет, и не забываем прожать лайк, у меня сегодня день рождения. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, на канале очень-очень-очень маленькие обзоры, все время максимально сжатые, и потом вы можете у меня спрашивать что-то ВКонтакте, либо в Фейсбуке, либо на стримах, но ни с кем я не переговариваюсь по телефону, сразу отвечу на вопрос на данный, потому что многие почему-то хотят поговорить. Чтобы вы примерно понимали, около 9 сотен сообщений в день я получаю. В период каких-то пиковых значений, когда идет какой-то ролик, заходит, может быть и больше. Поэтому помните, что я читаю 900 сообщений в день, помимо контакта и Фейсбука, и я отвечаю предметно. Вы у меня что-то спрашиваете, я отвечаю, не развернуто. Сколько лет имениннику? 36, Илья. Поэтому такой сомнительный день рождения. Одной ногой уже сами понимаете где. Насколько быстро заряжается телефон? Час. За час на 100% заряжается. Дальше... Он без задержки стримит. Ну, есть какая-то, но мне кажется, незначительная. Даниэль не лагает. Дальше. Хорошо. Беспроводные. С днем рождения. Спасибо большое. Антон, Mi Watch уже идут на территории Российской Федерации. Я очень надеюсь, в таком формате сделать стрим каким-то вечером, так как мне их вчера отправили, думаю, к пятнице. Ну, в общем, ждите, на будних днях я при вас их распакую и будем долго и упорно их настраивать. Надеюсь, никаких проблем с этим у нас с вами не будет, да? Застримим, а потом сделаем обзор. Но помните, что, опять же, если я делаю стрим, то я не делаю в это время обзор. Опять же, извините, за 2 часа уже начал с утра заговариваться. Почему свой праздник проводишь с нами, а не с семьей? Сейчас буду с семьей проводить, Илья, но супруга улетела в Испанию, в Барселону, а хомяк у меня сидит в планшете. Сейчас пойдем обедать, и потом пойдем гулять, потом пойдем на футбол. И, может быть, еще вечером сделаю стрим. Я не генофил, если вы понимаете, о чем я. А ребенок у меня и так автономный. Автономный боевой заряженный гном. Мне кажется, что уже можно было бы простейший список наушников написать, а не говорить по 1000 раз про наушники или подобные вопросы. Джеку Мун, ну окей. У меня есть топ-10 на канале, я так отвечаю. Что непонятного? После ввода данных карты на Алике оплачивается с утверждением кода из сообщения. Да, и все зависит от банка, обычно да. У Bullets 2 отвратительный микро, а на улице ловит все, а голос не очень. Gentry, я говорю, что Bullets 2, по сути, самые сомнительные наушники, какие только есть на рынке. Но вот конкретно у меня они работают лучше всех наушников, что у меня были когда-либо на обзорах. При том, что я даже не покупал до этого телефоны OnePlus, и получается, это мой первый OnePlus. Возможно, буду еще после этого брать когда-нибудь, но на данном этапе жизненного развития это первый и последний OnePlus, потому что какой-то он пока странный. Но мне очень нравится, как он снимает. Поэтому я с вами не соглашусь. Мое мнение, что здесь лучший микрофон. Даже лучше, чем в AirPods. Это физически невозможно, чтобы он был хуже. Он прямо у рта находится. Экран понравился только в телефоне, но ПО от MIUI очень отстало. И менять мой Mi Mix 3 не вижу смысла, но стереодинамик заставляет меня плакать. Все бывает, так сказать. Да, есть топы на канале, конечно. Спасибо большое, что отвечаете. Я уже про то, что на стриме 20 раз повторил, а не сослался на топ. Джек Мун, потому что если вы говорите до 5000 рублей, человек подразумевает, что у него денег больше, чем $50. И в этом случае тогда я рассказываю, что именно купить. Пустой вклад вы можете посмотреть на канале, можно за 3,5 взять хорошие уши накладные. Я пользуюсь Xiaomi Mi Gaming, но и они не нравятся народу, проводные. Они не беспроводные, накладные. Буллицы норм отыгрывают свои деньги. Вот, Вертик. Вы тоже со мной согласны, видите? Пацаны, обновился на Mi 11, стал тише и автономность ухудшилась, так что не обновляйтесь. Вы поздно сказали, я уже все обновил на 11. У чехла есть заглушка на кейсе заглушка на Type-C? По-моему, нет. Нету. Я не видел. Стоп, нету. То есть я не видел, я что-то вешу. Вот, пожалуйста, чехол. А зачем она вам? У телефона нет защиты от воды официальной.
Так, дальше. В помещении микронорм, вот шумодав, тоже есть Bullets 2, проблем вообще никаких нет, звук норм, ничего не отстает, автономность хорошая, советую. Вот, видите, Мэнсон, вот просто бешеное количество людей покупает эти наушники, безумно радуются им, и я один из тех. Может быть, нам просто везет, а может быть, мы просто купили в правильном магазине. Или все зависит от телефона, потому что когда ты покупаешь, наверное, дешевые телефоны, дорогие наушники, все очень плохо. Так же, как у меня с Redmi Note 7, ужасно просто работают буллицы, просто ужасно. Да вообще все наушники с Redmi Note 7 у меня работают в сравнении с P20 Pro, уже которого нет, хуже. Альфу от Xiaomi будешь брать на обзор? Конечно, Илья. Завтра побежал и продал почку и купил Альфу. Автономность, да, и звук, только баса недостаточно. Вот чего там басов просто Ген 3. Более чем. Сколько стоят такие наушники? Эти около 5000 рублей, эти около 4. Это Huawei. Их даже, вот это Huawei в районе 4-3. Эти Bullets 2. Но они все проводные, как вы замечаете. Дальше. Обновился на MIUI 11, звук норм, автономность тоже. Вот видите, как все по-разному. Model Party, спасибо большое. Как-то вообще все печально. Видите, перегрелся телефон, и он показывает полный халамантин. То есть, как только у нас телефон начинает греться, мы начинаем выпадать по автономности. У меня, кстати, телефон показывает, что тоже все в печали по поводу стрима, что он перегрелся. Будем надеяться, что мой телефон Mi 9T не вырубится. Если вырубится стрим, значит судьба такая. Так, а где мой девайс? Вот, 44305. В прошлый раз мы были на 2-м месте, на 3-м. А сейчас выпали аж на 8-й от перегрева. Ну, давайте еще раз попробуем. Вот в эту субъективную штуку сыграть. Так, сейчас мы отключим сначала все, а то, может быть, 3D Mark одновременно работал. У всех же есть время еще посмотреть. 120 человек, я так понимаю, что либо чем-то заняты, либо чем-то заняты. У Bullets 2 топовый звук, тоже так считаю, Артем. Значит, проблема точно в Redmi Note 7. То есть, Гентри, вы покупаете наушники за 6000, имея телефон за 10, и не сарказм, но вы крутой. Я, кстати, заказал себе довольно неплохой плеер за 7 штук, покажу его, маленький такой, от Фии. И с ним, мне кажется, будет адекватнее тестировать наушники, чем говорить, что вот там с телефоном таким-то звук хороший. Вот. Хотя, по-моему, там нет aptX HD, там только aptX. И микро все равно надо будет проверять. Кстати, все микро, все записи я делаю специально на Redmi Note 7. То есть то, что вы слышите в обзорах при тестировании микрофонов, это в Redmi Note 7. Дальше. Басов хватает, буллицы заточены под OnePlus, добавляется эквалайзер, можно настроить как нравится. Мэнсон, я, кстати, даже не сравнивал его еще с OnePlus. Я его тестировал только с Huawei P20 Pro, но и другими телефонами, которые были на канале, и все равно они мне очень сильно зашли. Это Mi 9T? Нет, это Redmi Note 7, там OnePlus 7T Pro, чтобы вы понимали. А вот это Huawei P20 Pro. Давайте сюда его положу, чтобы было колоритнее. То, что у меня разбито в халамантин. Не могу снять амбушюры в Funkle Eye, боюсь порвать, когда снимать буду. Не порвете, аккуратнее просто снимайте и все. Саббат наушники попробую. Саббат были у меня Draco на обзоре, но они у меня были вкладыши. Я не считаю, что затычки No Name стоят 3000 рублей. Тратить 3000 рублей на такую шлепотень. Вы уже меня простите, потому что есть и за 1000 рублей более чем приличные затычки. Фия четкие штуки выпускает. Была 3-я серия от них. У меня Тельман будет сейчас 5-я, по-моему. Про Mi 9T читал тех, кто обновился до 11-го. У них за ночь аккум высасывает телефон горячий, поэтому свой 9T пока не обновляю. Угу, правильно. Скажите, хороший плеер с широкополосным эквалайзером будет вам счастье. Юзаю Note 7, скачивайте. Полгода играю, слушаю музыку. Окей. Заказал уже колонку от QCY? От QCY нет. От кого-то я заказал несколько колонок, от Мифа, по-моему. Стоит ли переплачивать за 855-й дракон, если сейчас на 45-м сижу? А он вам нужен? Вы заметьте, он вообще, по-моему, повис. Телефон-то помер. Вообще ему не нравится проходить тестирование, по сути. Давайте еще раз нажму, подождем. Все, началось.
Телефон за двухчасовой стрим, как вы заметили, начал конкретно лагать. И кто тот человек, который писал мне, что он живет в течение 7-8 часов, стрим идет 72 минуты, ой, ну не 72 часа, у нас осталось 34% заряда. Вот вам и 13-й минус. Хотя это все к одному из минусов, который был, ладно, один из 12, автономность не ICE. Мы, если вы не понимаете, за 2 часа, получается, посадили телефон почти в нуле. Уверен, ты кайфуешь от звука. От какого конкретно? Дальше. Но взял E12 Ultra, и мне они нравятся. Им тесты вообще не нравятся, очень греется на них. Ну, уже извините, вы как бы... Вы имеете в виду OnePlus, но это тесты, во всяком случае, эмулируют нагрузку. Я, может быть, не супергений в телефонах, но компьютер собрать могу. И четко понимаю, что такое шина адреса, шины данных, кристаллы, температура. И в своем ноутбуке сам раз в полгода меняю термопасту. Это не характеризует меня как гения, но как инженер я могу сказать одно, что вот эта вот штука, она должна тесты переживать примерно так же, как и нагрузку. А нагрузка на аппарат может быть какая? Либо съемка в 4К, что при использовании Redmi Note 8, точнее Redmi Note 8 Pro, который у меня снимает данные стримы, который может в любой момент вырубиться, что тоже перегрелся. Хочу отметить, что у него при 4К аппарат может тоже выключаться при съемках при более чем получаса использования. Вот такая же здесь штука. Вы же должны понимать, что он у вас 2 часа отработает в играх, допустим, каких-нибудь тяжелых, а потом помрет. Вот для этого и есть этот стрим, что мы за 2 часа съели 66% батареи. Соответственно, где-то он должен жить часа 3. Обновился с OnePlus 3 на OnePlus 7 Pro. Жду, когда придет. Поздравляю вас, Crazy Z. Всем привет. А что так рано сегодня? Варвар, может быть, будет еще стрим вечером. Это сегодня просто проверить, как с утра народ приходит на стримы или нет. По сути, не приходит. Есть основная работа и какая? Илья, конечно, есть, у меня их 2. Основная у меня инженер радиоэлектронных средств. И сейчас я пока в отпуске. Привет, Илья, здорово. Не забываем прожать лайк, у меня сегодня день рождения, я сегодня вам рассказываю про OnePlus 7T Pro, который купил себе взамен на Huawei P20 Pro, который я раздолбал. И сейчас на стриме мы выясняем, до какой степени он не хорош в каких-то моментах. 12 моментов мы уже выявили. Эти моменты я все освещу кратко потом в обзоре на минут 5-10. Я не думаю, что он особо зайдет, но вам будет интересно, я уверен. Скажи, пожалуйста, сейчас Redmi Note 8 Pro сильно нагрелся? Еще как, он мне уже сказал, что сейчас вырубит стрим. 2 часа он отработал, но он сидит сейчас на питании. Будем надеяться, что не вырубится. Охренеть, здесь Aplopoid 777 сейчас ничего не понял, но окей. Colorful New. Пытайтесь писать адекватнее. Поздравляю, Юрий. Спасибо большое. Не забываем лайк прожать. Кто хочет поздравить с Нюхой, потому что тема так себе, стрим утренний, уже не утренний, но дневной. Днем понятно, что у всех есть дела и вряд ли кто-то смотрит, но вот кто смотрит, тому спасибо. Так стоит обновить мой Mi Mix 3 на OnePlus 7 Pro? Думаю, нет. А зачем? Вам чего-то не хватает? Когда вам чего-то не хватает, вы идете в магазин и проверяете, что вам зайдет. Вот я конкретно брал его из-за камеры. И на данный момент я могу сказать, что камера здесь топ. То, что здесь сопутствующим еще идет топовый процессор, 256 гигабайт оперативы, и он второй по скорости в мире, ну это круто, хорошо, спасибо. Но для меня вот была альтернатива Huawei P30 Pro брать за 52 тысячи, либо купить этот за 46, но этот интересен тем, что он плюс еще и новый. Вот. У меня Bullets 2 очень сильно понравились их наушники, поэтому я сделал вывод, что а почему нет? Если что, потом еще какой-нибудь куплю. Как тебе телефон Mi 8 SE? Не тестировал? Думаю, неплохо. Еще раз поздравляю с Нюхой. Спасибо. Скоро конец стрима? Не знаю, Пума, посмотрим. Я хочу до 400 лайков догнать, там посмотреть. Сделал бы донат, сбор на DR, скинулись бы тебе на подарочек. Вы можете донатить на этом... сообщениями, по-моему. А так я не знаю, как это делать, я честно скажу. То есть из меня такой же стример, как, наверное... Нет, ну блогер из меня уже неплохой, а вот сам себя не похвалишь. Ну, более-менее я уже делаю ролики. Мне самому иногда даже нравится. А вот со стримами пока я не понимаю, как их делать. Кстати, планируешь ли обзоры на переходники с ЦАПом? Вроде бы сейчас заказал Meizu, но посмотрим, вышлют или нет. Очень дешево заказал. Польза.нет там сверху написал Crazy
Дрю, раньше смотрел его, когда звали Афлопоэт, он снимал танки онлайн. Окей. С днем рождения, счастья и мешок денег. Спасибо большое, Варвар. Ты меня просто закидываешь баблом каждый раз. Именно баблом, а не деньгами, потому что это уже не первый транш от тебя. Вечером стрим будет, Антон, скорее всего, да. Я думаю, да, почему бы нет. Когда будет полный обзор на Stratos 3? Когда я их изюзаю все? Я не считаю, что если они у меня 2 недели, то значит я о них уже все знаю. Нет, это не так. Дальше. Блогер уже более чем неплохой. Море, да, спасибо большое, я рад, что вы так считаете, потому что стараюсь я. Во всяком случае, я думаю, с девайсами я вас стараюсь радовать в плане, ну, не все рассказывают об этих телефонах, и не все говорят, почему они хороши, почему они плохи. Почему плохи? Вот в течение 2 часов я разоряюсь, а почему хороши? Я еще раз повторяю, это второй по скорости телефон в мире, и стоит он всего 42 штуки на Алиэкспрессе. То есть реально будет сейчас 29 ноября 39, и мне он нравится. Мне не нравится в нем много чего, но я его покупал ради камеры, и камера здесь работает топ. Плюс что? Плюс он какой-то такой аккуратный. Я не знаю, как объяснить, но он удобный. Для меня конкретно. Я просто надеюсь на копию AirPods. Варвар, ты и так ее получишь, можешь вообще не заходить. Я про тебя прекрасно помню. Когда придет достойная, ты ее получишь первый. Какой телефон посоветуешь в пределах 15-17 тысяч? Мне кажется, Mi 9 Lite реально купить. Если честно, не особо ориентируюсь, но мне кажется, можно. Или Mi 9, ну, короче, Mi 9, какой-то из Mi 9. Xiaomi топ, согласен. Привет, какая копия AirPods? Сказал человек, согласен, и купил взамен Huawei P20 Pro себе OnePlus 7T Pro. С другой стороны, я стримлю на Redmi Note 8 Pro, поэтому в принципе, все честно. Honor Magic Watch, слышал о них, цена на Али 6500. Слышал, не покупал, может быть, куплю. Не знаю зачем, но может быть. А в каком магазине ты покупал OnePlus? Не скажу, потому что я не за то, чтобы покупать в магазинах в России. Я его купил в России исключительно потому, что я хотел одним из первых, не одним из первых, но это стрим на данный аппарат, во всяком случае, первый. Я думаю, никто особо заморачиваться не будет, потому что они за рекламу никому, мне кажется, не платят. Платят только магазины, чтобы продавать. Но так как у меня нет партнеров магазинов, поэтому я просто рассказываю об аппарате. И сам бы я покупал на Алишке. Ты планируешь отмечать свой день варенья? Неа. Ну как, с сыном в пиццерию сейчас сходим, в Додо Пиццу. Можете не считать это рекламой, потому что кроме Додо Пиццы здесь ничего нет. Привет. А может еще что-то есть? Посмотрим. Может, ну суши у меня есть. Суши не хочу. Если почку продаст, то купит. Так, в общем, какие можно взять уши для мелованов до 1500 рублей? Любые, хоть ТВС, хоть проводные, пожалуйста, ответь. До 1500 рублей, а меломану любые на канале. Аудиофила от меломана, если... Что так рано начали? Сначала Варвару отвечу. Да просто решил с утра рассказать о телефоне и потом пойти по делам, а вечером уже когда смогу сделаю. Опа, Crazy ZDU, огромное спасибо. Понятия не имею, что это за валюта. Очень приятно получить в подарок. Будем считать, что это на днюху какую-то валюту. И спасибо, что поддерживаете канал. Хотя в основном канал о Xiaomi-шных девайсах. Видите, OnePlus купил телефончик себе, чтобы снимать на него. Ты же фанат Xiaomi. Мэддет, я фанат Xiaomi в плане каких-то вещей. В плане вещей, не гаджетов. Гаджеты у них с косяками все. И телефоны мне не особо они мне нравятся. Нравятся, но вот за их цену. Это 42 рубля. Спасибо, все равно, какая разница. Скажите отличие Amazfit Bip от Bip Lite. Нет GPS. А чего нет в домино? Не понял. Окей. В том-то и дело, что Али норм магазин не могу найти, но его могут отослать, завтраками кормят. Юрий, с чего? Вот ссылки в описании на Алиэкспрессе, на официальный магазин OnePlus. Если вы там заказывали, все вам вышлют. Просто у них они периодически заканчиваются. Так, 85% мы обогнали, и все очень плохо, я считаю, потому что мы опять на каком-то там 12 месте, да, мы даже Redmi Note 10 не обогнали. Так, теперь что мы делаем? Мы сейчас замеряем температуру, 43 градуса, в общем, внутрянка, скорее всего, полтинник. Дальше смотрим. ЦП 50 градусов,
Батарея 47. Теперь мы перезагружаем аппарат, точнее выключаем его. И потом включим, да? Через минуты 3. И еще раз проведем тест. Заодно посмотрим, за какое время он будет загружаться. Как вы относитесь к Redmi K20 Pro? Я сам хотел себе купить K20 Pro, но потом вспомнил, как мне понравились в скобках Xiaomi-шные телефоны, потому что у всех у них почему-то, когда они ко мне в руки попадают, какие-то косяки с прошивкой. И очень много людей, кстати, пишет в итоге, что даже при обновлениях, вот сейчас на Mi 11, какие-то проблемы. Вот ненавижу, когда телефоны не допиливают, а наоборот какой-то геморрой подкидывают пользователям. Вот у Xiaomi есть такая фишка, они очень часто, допиливая свои смартфоны, потом чертову тучу багов уничтожают и плодят новые, самые ужасное. Привет, какая лучшая копия? В общем, поэтому Xiaomi я не хочу покупать. А если буду их покупать, то только на обзоры, либо вот этот Huawei 8, точнее Redmi Note 8 Pro, на который снимается стрим. Вопрос дня. Еще раз спасибо Crazy Z Dio. Давайте мысль закончу. Он вырубается при съемке в 4К, меня это дико бесит, я понятия не имею, как долго стрим сейчас пройдет, потому что на прошлом стриме телефон тоже выключился, непонятно от чего, и сейчас он может также вырубиться во время стрима, и если телефон за 16 тысяч даже на стриме не может отработать, точнее я его покупал за 21, реально купить сейчас Redmi Note 8 Pro за 16, за 15 даже, с 8 гигабайтами, китайский, как у меня. Пуму, ну чего ж ты деньги все считаешь? Еще раз спасибо Crazy Dio. Вот, поэтому Xiaomi-шные телефоны топовые я точно под себя брать навсегда не буду. По AirPods копия никакая, не люблю я копии AirPods, все они хороши, почему-то в основном они хороши для блогеров, которым посылают, а потом людям посылают полный хламантин, очень часто получается лабутень. Лабутень почему? Потому что вы же понимаете, что даже дело не в том, что блогеры что-то получают хорошее, а дело в том, что сначала продают хорошие копии, чтобы люди написали в комментариях, что все топ, а потом продают хлам. И потом меняют просто товар, и все. Вот. Поставь видеть чат, а не только интересные сообщения. Окей, варвар. В чем разница? Чтобы я вообще не успевал? Или там мат идет? Я из этих побуждений ухожу от Xiaomi, хочу купить OnePlus. Согласен на 100%. Польза.нет, ты обещал меня сделать модератором, я бы отвечал на вопросы твоих подписчиков. Colorful New, да у меня сейчас пока хватает модераторов. Я обещал тебе через несколько стримов. Несколько не прошло. Стоит ли брать Powerbank от Xiaomi? Я тебе обязательно сделаю, я же еще раз повторяю, я не говорю когда, самое главное, потому что модераторов пока хватает. В ближайший месяц точно, если тебе это интересно вообще. Но на стриме нужно сидеть не потому, что хочется быть модератором, правильно? А потому что хочется общаться с народом, то, что мы сейчас и делаем. И неважно, модератор ты или нет. 37 градусов, быстренько на 4 градуса уже упала температура, подождем еще чуть-чуть, пару минут и еще раз проведем тест. А на мои бадс будут хорошими ушами для меломана? Думаю, да, если по форме вам подойдут. Стоит ли брать Powerbank Xiaomi с беспроводной зарядкой, как у тебя? А почему нет? Если вам нужна беспроводная зарядка, да. Если вам не нужна беспроводная зарядка, нет. У меня, кстати, есть Powerbank от Xiaomi на 10К, довольно дешевый, я его покажу скоро в обзоре. Нет, ты просто будешь отвечать в попад. Спасибо большое, Варвар. Какие приложения лучше для MSFit Pace использовать? MSFit. Здорово, можешь подключить альтернативу Mi 9T, желательно OnePlus? Предложить альтернативу Mi 9T. Ну, кроме OnePlus 7T Pro я не могу ничего предложить, Асет. Почему? Потому что лучше брать последнее всегда. Мое мнение, если у вас есть деньги. Если нет денег, берите просто семерку. Она просто нереально рухнула в цене. OnePlus 7 или 7 Pro. Дальше. Vasa 61, по мне нет. Ничего не понял, окей. Доброго дня и творческих успехов с днем рождения. Спасибо большое. K20 Pro хуже OnePlus 7 Pro? По моему мнению, да. А по мнению Варвара, нет. Дальше, спасибо, вам спасибо. Очень жду Powerbank от OnePlus Warp Charge. Почему они никак до этого не додумаются? Спросом 100% будет пользоваться. Я не знаю, кстати, почему OnePlus политика, что они не расширяются. Они, может, не хотят продаваться, понимаете? То есть они взяли, захватили свою нишу какую-то и юзают ее. Я бы на их месте так же и делал.
Делать лучшие телефоны в мире по соотношению качества-цена и не иметь необходимости себя даже рекламировать, чтобы тебя покупали. Посмотрите реально по цене на Алиэкспрессе, как их быстро разбирают. Ну, смотрим. Не хочет. Ну и... Вот не знаю, вот... Не хочет. Может, при первом запуске то, что... Давайте попробуем. Ну, как-то долго все равно. Будем считать, что это из-за первого запуска. Дальше, если хотите, я потом покажу, как на максимальных настройках можно играть в PUBG, но тогда у меня будет лагать чуть-чуть интернет. Повторяем тест бэчмака. Я 8 месяцев юзаю 6T, полет отличный. Стоит ли брать зонты Xiaomi? Да, рюкзаки тем более. Дальше, как тебе Samsung Galaxy S9 10e Exynos? Мне не нравятся Samsung, потому что они слишком зажрались, мое мнение. И помимо того, что они заелись и закушались очень сильно, извините за крепкое слово, в первую очередь у Samsung проблема не с ценообразованием, а с тем, что они перезапихивают всяких функций в телефон, ненужных. Вот я сейчас 7T Pro от OnePlus юзаю, и ползал в настройках, первое ощущение, там минимальное количество настроек, то есть необходимых. Понятно, можно ползти глубже, но мне прям очень понравилось. Александр, давайте вы не будете третировать меня, потому что моему сыну безумно нравится эта Додо Пицца. Поэтому как бы так, нам некуда больше идти. Видите, как драматично звучит. Лучший Android-планшет по соотношению цена-качество — это Huawei MediaPad M6. Спасибо. Дальше. Always on Display плохо реализован в OnePlus. Почему не сделать его постоянно видимым? Санчо, я не знаю. Я, допустим, тестил по поводу Always on Display. Не считаю это недостатком, потому что ты только на себя поворачиваешь телефон, он тебе показывает инфу. У меня багов с этим не было. То есть, если у меня с отпечатком баги есть, вот с этим делом вообще никаких. Дальше еще один вопрос. У меня достаточно денег. Стоит ли переплачивать за 7 Pro, если могу брать обычную семерку? Если у вас достаточно денег, купите себе последний iPhone и не парьтесь вообще. По поводу сравнивать семерку и 7 Pro, думаю, обычную семерку вам за глаза хватит. По характеристикам OnePlus 7 Pro и K20 Pro одинаковые почти. Все дело в прошивке. Варвар, всегда все дело в прошивке. Это из разряда того, как iPhone сравнивать с их оперативой минимальной и всем и Android устройство. OnePlus допиливает своим оксидженом и гидрогеном очень даже многое. Ассет переплати за 7 Pro. А почему твой герой? Вот сейчас можно в PUBG сыграть. Может быть. Как переназначить клавишу на AirPods? При помощи проги, либо если вы с iPhone соединяете, там все очень просто в настройках. Будет ли обзор на скрытые камеры? Это на какие? Сводите сына в Доминос. Пицца там, вкусная русская пицца. Коля, хорошо. Мама Рома, пицца на вынос. Канал. Нет у меня мамы Ромы здесь. Давайте вы не третируйте душу. Еще раз повторяю, я живу в очень маленьком городе. Что выбрать, iPhone 8 или 8 Plus? 10. Капец, ранний стрим, я только проснулся. Арсен, стрим будет еще вечером. Это такой стрим из разряда поздравьте меня с днем рождения, посмотрите на 7 Pro, OnePlus. И не забываем прожать лайк. Давайте 400 хотя бы наберем на утреннем стриме. Плюс понятно, что мы ждем, когда телефон разрядится, и закончим все эти тестирования, чтобы я сказал, что вот, телефон максимум может прожить 3 часа. Скрытые камеры имелось в виду компактные, например, в подъезде установить. Денис, чтобы ее украли? Go в PUBG тестирую. Окей. Xiaomi Mi 9T Pro, а не iPhone. Может быть, но я не согласен. С днем варенья. Спасибо большое, Лайт. Именно поэтому у меня iPhone и K20 Pro. Вот, Варвар. Вот мы и дождались основной мысли стрима, что если вы хотите, чтобы что-то вообще не лагало, просто покупайте iPhone. Вот такой странный посыл от человека, у которого iPhone нет. Но я буду покупать еще супруге 10 и себе семерку ее заберу. Видите, у блогера древний iPhone у супруги, а у него там девайсы каждый день новые. Дальше. Раз уж есть возможность, посоветую еще норм часы для андроида.
Спортивный Stratos, не спортивный, я не могу посоветовать, потому что вы их купите и будете потом на меня ругаться. Вот GT2 я купил по советам своих подписчиков, и я, в общем, не рад им. Я думаю, как и подписчики не рады, что я делал на них обзор, потому что за 15 тысяч это хламантин, за 9 тысяч это был бы топом, а автономность всего 7 дней. Все это фигня из разряда 2 недель, потому что я с них даже не звонил, у меня практически никакие сообщения не приходили на них. То есть я их использовал в минималку, они у меня прожили 7 дней, но единственное, они у меня отслеживали сон и пульс. Сравнивал OnePlus 7 Pro и 7T Pro в плане автономности. И как себя ведет прошка, если юзать смарт с 90 Гц, а не с 60? Нет, не сравнивал, у меня только 7 Pro. Или можно взять 11. Конечно, твой герой, если есть деньги, лучше взять 11. XR мне не нравится. Очень много вопросов к нему. Опять же, не будем ни о чем разговаривать. Почему? Потому что у меня нет его на руках. Когда у меня нет чего-то на руках, я особо сильно не разоряюсь, но я логично читаю что-то перед тем, как что-то заказать или купить. Вот XR я бы не покупал. Дальше, с днем рождения. Александр, спасибо большое. PUBG я играю, кстати, на К20 Pro. Вот видите, кто украдет, если отписаться сразу на компьютер будет... понятно. Артем, ребята, на беспроводных наушниках есть такая штука, как амбушюр. Что это? Это вот эта вот штука. Вот, пожалуйста, вам амбушюр. Садится быстрее при 90 Гц. Логично. У вас столько классных обзоров на стриме, можно ли сократить и выложить их? Ничего не понимаю, но окей. JSON, на все, что у меня есть на стриме, на это есть обзоры по 5 минут. Поэтому особо загоняться не стоит. Нас вот 100 человек, мы просто сидим, общаемся в воскресенье. У кого-то работа, кто-то параллельно, там, не знаю, слушает это дело как радио. Но в первую очередь мне, допустим, нужно было узнать, какую камеру накатить на этот телефон. И вроде бы Александр мне подсказал, я сейчас ему напишу ВКонтакте. Это один из моих спонсоров-подписчиков, которых я очень хорошо знаю. Спасибо ему за совет. И плюс еще потестировать при вас. Мне все равно тестировать данный девайс. И теперь в обзоре я смогу спокойно, как и прошлые мои стримы, использовать стрим для обзора. То есть я буду ссылаться на стрим, когда буду делать обзор. Потому что вы видите же, что был перегруз, был перегрев у телефона, что телефон довольно быстро садится. И все это объективная реальность и реальная объективность. И то, что он плохо реагирует на пальцы, на сенсор, мне не кажется, что он хороший. Я не верю, что у меня глючный аппарат, либо глючная прошивка встала. Ну вот так. Есть ли смысл брать Redmi Note 7 с Алика? А почему нет? Именно с него и есть смысл. Дальше. Большое спасибо. Да не за что, Артем. Точнее, пожалуйста, неправильно говорить не за что. Илья, спасибо большое за поздравления. Не забываем прожать лайки. Не забываем, что у меня сегодня днюха. И такой вот стрим а-ля никому не нужен, а может быть кому-то будет нужен, про OnePlus 7T Pro. Покупал кроссовки Xiaomi по твоей рекомендации. Если что-то интересное из кроссовок из Китая, цена, качество не от Xiaomi. Есть лайнинг все. Лайнинг. Посмотрите, на канале есть обзоры на эти кроссы, по-моему, 2 пары или 3. Не успел про Bluetooth написать. Короче, отпечаток пальца это у всех производителей плохо, у OnePlus это лучше среди плохого. Необходимо, чтобы палец полностью закрывал датчик. Jack Moon, ну вот по факту я просто не сталкивался с этим, вот про это и рассказываю. Может, отдашь мне этот телефон или разыграешь? Не, точно не разыграю. И точно не отдам. Потому что я им буду обзоры снимать. Вопрос, возможно, не по теме, но можно спросить. Я хочу взять телефон Redmi Note 8 Pro, у меня большинство наушников aptX и aptX HD. Что делать? Выбирать другой телефон? Выбрать другой телефон, потому что если вы даже aptX накатите, все будет плохо. Александр Пас, еще раз повторяю, скиньте мне, пожалуйста, название проги для видео. Буду безумно благодарен. Спасибо, Саня, еще раз, если можно, Саня. Друзья, с вами можно на «ты», потому что как-то уже все-таки 100 человек, я так понимаю, чуть ли не постоянных подписчиков, вряд ли здесь кто-то пришлый. Такой вот сленг деревенский у меня попер. Пожалуйста, можете ответить на вопрос. Инга не успел прочитать, поэтому повторите его и отвечу. Я вижу только 6 сообщений последних, из чего успеваю ответить, на то и отвечаю. У меня зимний лайнинг сейчас в эксплуатации. Пока доволен, правда, и морозов пока не было. Еще раз повторяю, что я Xiaomi-шные взял, и мне они очень нравятся. Зимние. И скоро расскажу о них. Но
Вот такая вот лабутень. На пятом мы месте после OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T и... Ну, во всяком случае, больше, чем Samsung набрали. Давайте еще раз попробуем. Может, чем дольше он работает, тем хуже. Почему на телефон при включении Bluetooth не работает, при включении Bluetooth не работает Wi-Fi? Понятия не имею. Это какой-то глюк. Глюк вашей операционной системы. Сергей, бери Lightning, у меня 4 пары кросс. Да, Lightning вообще все хорошие кроссовки. Плохих вообще не встречал у них. Я думаю, никто не против, если будешь говорить на «ты». Окей, спасибо. Bluetooth наушники до 2000 рублей. Какие лучше, если среди них... Все очень просто. Канал, топ-10 наушников на канале до 20 баксов. Обязательно на «ты». Ок, морда. Море, да. Давайте я Море буду называть. Какие ТВС-наушники взять до 2000? Топ-10 до 20 баксов на канале, смотрите. Варвар Рекс. Инга, это прошивка глючная. Это однозначно прошивка. Либо телефон уже с браком. В планах есть тест спортчасов от большой тройки. У меня был когда-то на Apple Watch сравнение с бипами, но это такое для сарказма. А большая тройка это Samsung, вот Huawei. Huawei вы считаете в большой тройке? Huawei P30 Pro хороший телефон, он великолепен, но стоит 50 тысяч. И для меня было интереснее купить OnePlus 7 Pro, хотя сейчас я понимаю, что, наверное, разумно было бы купить Huawei P30 Pro, но я купил этот. Ну и зато интересно на стриме рассказать. Только сейчас дошло, что можно было докинуть 6 тысяч и купить P30 Pro. Я умный в кроссы Puma всунул SIM Xiaomi. Тоже вариант. Тоже взял OnePlus, только 7 Pro на 11. Жду с нетерпением, когда придет. Я уверен, вы не будете разочарованным. Huawei MediaPad M6 или Xiaomi Mi Pad 4. Я бы Huawei взял. Брать iPhone 8 либо XP. Но лучше десятку. Большая тройка Суунта, Garmin, Polare. Polare был обзор на канале. На Garmin, на простенький был обзор на канале. Про копов я еще раз повторяю по поводу вот всех этих спортивных часов. Я считаю, что большая тройка это развод на деньги. Потому что единственное, что от них нужно, это Polare H10 нагрудник купить и все. А часы это уже либо вы прям супер спортсмен, которому бесплатно их дадут, либо не надо особо заморачиваться. В моем городе Huawei P30. Инга, вы можете на Тмоле, на Алиэкспрессе заказать, и вам довольно быстро его пришлют. Хочу купить OnePlus 7T. Так вот, на Али есть две версии. Global и Китай. Вторая стоит намного дороже. Есть ли разница? Что с брендами? Еще раз повторяю, что если вы купите китайскую версию, как у меня, на нее нужно будет накатить глобалку. Может, 1000 рублей у себя заплатите у ремонтников и все. Ничего сложного в этом нет, если сами не захотите это делать. Хочу купить OnePlus 7T, ты ответил. Чип в кроссе, я уже понял. Дальше подскажи, очки солнцезащитные ты обозревал от Xiaomi, хвалил. Спустя время, как считаешь, стоит брать? Однозначно, это просто топовые. Ну, если у вас есть материальная возможность купить подобные солнечные очки, покупайте только Xiaomi-шные и только те, что я рекламировал, потому что их очень сложно купить. Поищите, рекламировал, потому что все-таки за 4000 солнечные очки без примерки покупать, это прям днище. Но я купил. Я очень долго собирался их покупать. Извините за мой сленг, потому что, извините, неправильно говорить, надо не извиняться. Ладно, в общем, мне очень сильно понравились эти уши. Купите. Не уши, а третий час уже как-то тяжело идет у меня стрим. Очки, и если вам подобная штука заходит, вы не разочаруетесь. Вот. Уже урвал за 549 баксов. Это какой? 16 тысяч рублей Huawei Pro стоит. Инга, Huawei Pro стоит 52 тысячи рублей. Это китайский фейк. Спасибо, пошел заказывать по твоей ссылке. Спасибо. Кто-то матом ругается. Спасибо большое Варвару за то, что его закрывает. Еще раз повторяю, что на канале мата нет, мы все взрослые люди, если даже не взрослая молодежь, мы друг друга уважаем, и поэтому матом на стримах и в роликах не ругаемся, так же, как в комментариях. Бро, а если телефон сильно греется, 1-4 часа в игре, что с телефоном будет? Ничего, думаю. Вот сейчас мы тестим его, пока он не сдох. Именно сдох, потому что как-то быстро теряется батарея. Что о стриме говорится? На стриме говорится о OnePlus 7T Pro телефончике. О том, что это прям новый телефон, но довольно сомнительный в плане негатива. Ну, негатив есть везде, вот мы его пытаемся
выцегнить. И получается у нас. Не забываем прожать лайк. У меня сегодня день рождения. Обозреваю я довольно непопулярный аппарат за довольно большие деньги. Купил OnePlus 7 Pro. Нашли 12 недостатков, но я все еще доволен им и не жалею о покупке. Дальше. У тебя Apple Watch? Нет, это GT2, Apple Watch у меня нет. Он не матом ругается, он попрошайничает и спамит. Тем более. Еще хуже. В M-Video стоит 16 тысяч, не P30 Pro однозначно. Сегодня розыгрыш матовых фейков AirPods. Пожилой колдун. Они уже прошли вообще. Мы уже разыграли эти наушники. Я их уже послал 3 победившим. И, возможно, они уже кто-то ВКонтакте отписались. Надеюсь, они проверят почту, потому что я редко закидываю треки. У меня нет времени просто на это. Но пока все подарки пока доходили за 2 года, что я не посылал. Ну, ты сказанул, непопулярный аппарат. В Индии номер 1 флагман по продажам. Но мы же не в Индии, Crazy ZDU. А что будет, если заряженный телефон еще больше зарядить? Батарея вздуется? Нет, вы просто его не зарядите. Здесь же есть ограничители. Они же не дебилы. Дальше Xiaomi Solve 10 тысяч мАh или Xiaomi QY. Да без разницы. Посмотрите обзоры. Самое главное, сколько туда можно залить, не важно, а сколько оттуда вынести энергии можно, это важно. Очки для работы были на обзоре, не разочаровали. Есть дешевле варианты, есть ли смысл переплачивать? Игорь, я дешевле варианты просто не тестировал, а так они есть. Не разочаровали, потому что я все еще их юзаю. Почему OnePlus 7 Pro, а не OnePlus 7T Pro? Нет, вообще это OnePlus 7T Pro телефон, а не OnePlus 7 Pro, потому что он последний, я его поэтому и купил. Сегодня вечером я разыграю, кстати, 2 копии AirPods, обычных копий, и i9 1000, i20 тысяч ТВС. И плюс еще разыграю Mi Band 4 2 штуки. Я все помню, просто как-то не вывозится у меня. Не забываем прожать лайк. Сегодня у меня день рождения. И я сегодня вам рассказываю про OnePlus 7T Pro. Кто не подписан, подписываемся. Ставим колокольчик и общаемся дальше на стримах, либо в комментариях, либо ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграме и еще в бешеном количестве разных соцсетей. Чтобы вы понимали, я не компания, я один человек, работаю инженером, делаю стримы, делаю ролики. Иногда вот проседание у меня бывает по количеству роликов, но в основном стараюсь минимум 3 обзора в неделю. Ну, не было в течение года, чтобы 3 обзора в неделю у меня не было. С днем рождения, хороший подарок, отличный выбор. Спасибо. Antutu вроде больше жрет, чем игры. Игры так не загружают же смарт. Логично. У меня, кстати, 9000 ТВС. Молодец, друг купил фитнес-браслет. Xiaomi говорит, что норм. Как ты думаешь, это нормальный фитнес-браслет? Да, Mi Band 4 топовый браслет. Удобно он лежит в руке, не тяжело держать в течение долгого времени? Нет, 207 грамм вообще очень удобно. И он маленький, достаточно. То есть такой аккуратненький телефон. Дальше, что скажешь про i500 ТВС? У меня есть обзор, можете посмотреть. Что лучше по пикселям, iPhone или что у вас в руке? Вы имеете в виду по плотности или по нитам, по яркости? Если по яркости, по-моему, одинаково. А вот по плотности пикселей сейчас проверим. iPhone, последний 11 у нас, правильно? iPhone. Спрашиваем, что еще интересно. Это круче. Короче, вот здесь, как я понимаю, самый максимально топовый экран, который только есть. Дальше, что лучше по... Интересно твое мнение, какие часы лучше взять, GTR или GTS? Никак не могу определиться. Диман, у меня есть обзор сравнения на канале, они вообще одинаковые, по моему мнению. Артемий, неправильный вопрос. Окей, привет, Варвар. Что думаешь о новой Мотороле? Думаю, что пока у меня в ручках она не побывает, я о ней ничего говорить не буду, потому что everybody lies. Вы помните Samsung, которые складывались, и насколько они были хороши или плохи, вы можете посмотреть у народа в обзорах. Я очень рад, что я не купил его. Дальше мы все еще падаем по тестам. Температура у нас все еще растет. И 18% заряда осталось. 41 градус. Дальше посмотрим, что у нас он при 18% будет делать в, допустим, PUBG. Да? Отключим полностью. Все отключим. И... А где у меня PUBG? 15 секунд. Даже не могу найти. Вот он, PUBG Mobile. Это не Lite, по-моему, это обычный. Но он по максималкам идет. Мне очень это нравится. Mi 9T или Redmi Note 8 Pro? Mi 9T, мне кажется. Где можно узнать результаты розыгрышей? На стримах.
Пока мне отвечали все, кто выигрывал, поэтому особо не беспокойтесь, я вам все равно пишу. Что думаешь о Oppo Reno Ace Norm или нет? Ничего не думаю, не тестировал. Не снимаются амбушюрки, пока что стрим быстренько показать, как правильно снимать их. Так ничего вообще, вот просто снял и все. Потянул за них. Главное полностью головку взять. Вот, допустим, у новых яблочных их нужно вот так вытягивать. Вот так, как я знаю, и под каким-то углом. Я просто снимаю. Но у меня, видите, амбушюр очень много, поэтому мне не особо важно, порву я. Я ни разу не рвал. Не знаю, как их порвать. Большая тройка часов — это Garmin, Suunto и Polar. Александр, мне уже ответили, спасибо. Еще раз не завезли Always On Display? Нет, как я понимаю. Но здесь он такой, я не знаю, как сформулировать, избирательный. То есть ты на себя поворачиваешь экран, он тебе выдает информацию сразу. По моим меркам нету. Так, он предлагает мне чего-то там подключиться к Wi-Fi, что я делать не буду, правильно? Иначе у меня будет тормозить стрим. Хотя пусть тормозит с другой стороны, да? Сервер не ответил. Окей, давайте. Подключаемся. Если будет стрим тормозить, напишите, пожалуйста. Связывался с покупкой техники с Amazon eBay. Какие подводные камни? Когда не было доставки с AliExpress, я покупал на eBay. Были даже те времена, когда не было AliExpress, кстати, в России. А еще я заказывал в те времена, когда можно было на склады только заказывать. И не работали карточки российские на eBay. Я заказывал через супругу через ее карту, потому что она жила в Латвии, и у нее была, соответственно, европейская карточка, вот, банковская. И я заказывал на нее, там, через склады. В общем, все очень было мутно, максимально мутно. Теперь смотрим настройки. Графика. Графон не максимальный. Ставим ультра, конечно. Максимум, ультра. Окей. Давайте экстремальный. Принять. Перезагрузить, я так понимаю, надо, правильно? Еще раз графика. Окей. Что тут написано? Повышение качества, нагревание устройства. Окей. Оба режима. Уменьшить ее. Так, вроде в силе. Бежим. Желаю больше телефонов. Ну, может быть. Ого, вы все еще тут? Ну, как бы, Сэм, почему нет? У нас всего сотенка, золотая сотня. Не могли бы вы проставить лайки, добьем до 4 сотен, мне будет очень приятно. Еще раз напоминаю, днюха, OnePlus 7 Pro, и мы все еще пытаемся посадить этот телефон уже в течение 2 часов 43 минут. Варвар, я не про, я хотел узнать, какую прошивку ставили. Летим. Народ, вам хотя бы интересно, как он будет себя вести в игре? Потому что если не интересно, давайте я сразу выйду и все. Плюсики поставьте, кому интересно, потому что ну, совсем глупо будет, если я буду сейчас играть на телефоне на максималках, и это никому не нужно. Скоро конец стрима. Как только сядет, я сразу вырублю. Пожилой колдун плюс. Минус даже. Окей. Ну что, летим. Я постараюсь, чтобы меня по-быстрому убили. Пока видно, да, все. Понятия не имею, где я высаживаюсь. Не в очень разумном месте. Дальше. Сколько ГБ? Гигабайт 8 оперативы. И получается у нас 8 оперативки и 256 на борту. В принципе, 256 более чем достаточно, мое мнение. Так, машинок нету. Машинок нету. Придется бежать. Не туда выпрыгнул я. Надо было сразу на базу, на военную, правильно? Так, PUBG на максималках лагает. Но я не вижу, чтобы он лагал. Вы имеете в виду, что в принципе он лагает? Но у меня не лагает пока. Но мы сейчас увидим, как будет вот с чувачками. Чувак побежал. Думаю, сейчас меня быстро завалят здесь. Поэтому мы не сможем увидеть достаточное количество. Так, заруб уже начался и без меня. Так, 15% батареи осталось. Не особо удобно с засветами играть, конечно. Вообще игры не лагали, насколько я помню. Нет, ну, у меня не лагает вообще. Пока. Я говорю, я вчера специально 1,5 часа отыграл в PUBG. Кто-то по мне долбит.
А это не по мне пока. Мне повезло. Человек оказался, либо человек нубом оказался, либо это, скорее всего, компьютер. Мы убили первого чувака. Кстати, джойстик для PUBG закажи и обзор заодно сделай. Ну, у меня он есть вообще, по-моему, если я не ошибаюсь. Егор Скляр, розыгрыш будет вечером. Да, вечером. Ну, смотря какой. Допустим, на получается, на i500 уже был розыгрыш. Вечером будет Mi Band 4, 2 штуки. И ТВС, как его? 9000 ТВС, и 20 тысяч ТВС. Еще раз повторяю, что если вы здесь ради розыгрыша, ну, это не особо разумно, потому что канал уже 100-тысячный. И вероятность выиграть, если честно, максимально исключительно у подписчиков постоянных. Потому что, напоминаю, что по условиям все довольно сложно. Сложно в плане того, что у вас должны быть открытые подписки на YouTube, вы должны быть подписаны на мой канал, и вы должны хотя бы как минимум иметь реальный аккаунт на ВК или Фейсбуке, но это опять же для репостов. Mi Band 4 выиграть просто. А по Mi Band 4 я еще раз хочу вам напомнить такой интересный момент, что я разыгрывать теперь буду Mi Band 4 исключительно между последними 10 видосами, чтобы вы не набирали много. Так, как так, если снимать? Получше? Да, получше будет, да? Так, вести. Так. Есть вопросы у кого-нибудь какие-нибудь? Или уже стрим остановился, и поэтому вопросов нет? Как хочешь, функции какие. Еще раз напоминаю, что у меня сегодня мини-праздничный стрим, у меня сегодня день рождения, и я рассказываю вам о своем новом телефоне OnePlus 7T Pro. Пока он мне нравится, он уже садится, мы пытаемся его посадить окончательно, осталось 15% заряда, наверное, даже уже меньше. И сейчас мы на максималках играем в игрушку под названием PUBG. И это не облегченка, это чистой воды PUBG, а не PUBG Mobile. Я не уверен, что здесь можно заползти, но я постараюсь. Дальше выход. Мне кажется, можно будет. Ну-ка. Нет, наверное, нельзя будет. Сам себе подарок сделал. Ну, это не единственная вещь, которую я купил, но нет, это необходимость, а не подарок. Не получится. Надо все-таки плыть куда-то, где удобнее будет заползать. Снова на лодке. Стоит ли брать Mi 9T или Mi 9T, если что, чего круче? Я бы взял, говорю, OnePlus. Опять же, поговорите, вот сейчас логично, что есть пользователи, я же не просто так его купил. Многие подписчики хвалили этот телефон, поэтому я его купил. Именно OnePlus. И плюс, говорю, мне один мой знакомый хороший давно советовал купить OnePlus, еще года 2 назад, когда еще, понятно, никаких семерок не было. Может быть, даже 3. Еще до того, как я начал заниматься блогингом. И я рад, что я все-таки его купил. И правда, для своих денег телефон довольно хороший. Хотя, опять же, наверное, разумнее бы было по какую-нибудь семерку обычную купить. Не 7 Pro, не 7T тем более, а просто 7. Но ввиду того, что у меня есть средства, почему не купить последний, правильно? И заодно вам рассказать о нем. Не забываем прожать лайки, кому ролик был стрим полезен, кто еще не определился, стоит ли покупать данный девайс. Он не идеален, но неплох по моим меркам. Возможно, и по вашим будет тоже неплох. Кто-то по мне стреляет. Понятия не имею откуда, но мне это не интересно. Скорее всего, не по мне даже. Для вас это лучший телефон, верно? Да, для меня на данный момент это оказался лучший телефон по соотношению цена-качество относительно того, что мне необходимо. Мне необходимо в первую очередь камера была, плюс, интересно, когда телефон новый. То есть, когда ты не покупаешь что-то, что уже 10 тысяч раз народ поругал, либо похвалил,
Понятия не имею, как залезть, в общем, теперь. Лучше проще умереть, наверное. Друзья, кто играет в PUBG? Как мне залезть на эту? Бей врагов, спасай Россию. Ну, это довольно такое сомнительное. Я думаю, что врагов у России в основном внутри России. Но не будем. Дальше. За сколько вы Эво брали? Эво это в плане. Эво что? Вот этот телефон 46. На Алишке он стоит около 41 тысячи, при том, что на распродаже реально купить, мне кажется, за 38 будет, вот так где-то. Ориентировочно, может быть, даже дешевле. Все, мы выбежали из тьмы. Жизнь налаживается, может быть, мы сейчас не умрем, если телефон опять же не сядет полностью. Если меня прямо сейчас не пристрелят. Дальше. Я имею в виду про них, которые внутри страны. Да не, битьем ничего не поможет. Я скорее за то, чтобы каждый осознавал свою значимость в любой стране и становился лучше своим примером, вдохновляя окружающих стать тоже чуть-чуть лучше. И не будем здесь разглагольствовать, я говорю, я не ханжа, мне в принципе все равно, кто чем радуется. Перетягиванием вены или заливанием в себя водяра. Если вы можете себе это позволить, окей. Но я как часто говорил очень своим знакомым, а мне сейчас эгегей 36 годков, что я, к сожалению, не двухметровый скандинав с 10 миллионами евро на счету и не в стране, которая мне будет выплачивать по 3000 баксов пенсии. Поэтому я не могу себе позволить спокойно налить стаканчик коньячка и насладиться жизнью, потому что мне очень далеко до такой жизни. Вот, кратко. Удачи на стриме. Спасибо большое. Он очень скоро закончится, потому что я так понимаю, что он скоро помрет. Ну, сядет, кратко, если. Пока меня не убили. Опа! В очень плохом месте я, по сути, бегу. Сделай, пожалуйста, видео про Алиэкспресс, как зарабатывать или как вернуть деньги впоследствии брака. Очень боюсь. У меня есть это видео, посмотрите на канале. Как тебе стереодинамики в этом смартфоне? Я не знаю. Я, если честно, вот не ценитель динамиков в телефоне, потому что я чаще всего пользуюсь наушниками. Братуха, посоветуй, пожалуйста, Redmi AirDots или Halo GT1. Какие из них выбрать? Однозначно не Halo GT... Halo GT2 возьмите. Я бы взял их. Мне они понравились. У меня последний обзор был на них на канале. На E-каталог есть версия OnePlus. Вот E-каталог очень мрачная тема. Можете через него покупать, но я говорю, я пытался через него покупать, и что-то мне не везло. Так, понеслась. Ну что, ваши ставки убьют меня сейчас или нет? Дальше с меня лайк. Спасибо большое. Не забываем прожать лайки. У меня сегодня днюха. Я вам сегодня рассказываю о своем новом телефоне. Почему о нем? Потому что Huawei P20 Pro у меня умер мой. Вот он, экранчик. И умирал он долго, в течение 2 лет, но приказал долго жить буквально неделю назад. Почему я не купил себе Huawei P30 Pro? Я не знаю. Вот сейчас я уже не понимаю, что я не знаю, потому что, может было его купить. Учитывая, что этот мне обошелся в 46. Телефоны OnePlus хорошие, перед этим были, как все последние флагманы от Xiaomi, а последние в ожидании. Окей, не убьют, скоро сядет. Ну, мне кажется, что да. Скажется, ты прав, варвар, что раньше он сядет, чем меня убьют. И мне кажется, что там еще кто-то бежит помимо меня, поэтому все это довольно такая... Не, никто не бежит. Единственное, я хочу что сказать. Вы заметили, что телефон-то не лагает. То есть телефон почти полностью сел, это раз. 2, здесь максималки на всем, чем только можно в PUBG. Надеюсь, не проседает интернет, потому что я долблюсь по Wi-Fi, через который и стримлю. И что? И пока я еще живой. Пока живой, но мне кажется, это ненадолго, хотя нужно надеяться. Главное надеяться, правильно? Будем лечиться, там кто-то стреляет. Wi-Fi на YouTube уже есть сравнение в играх, да, они потянут, я не спорю, но лучше не будут. Опа, там кто-то бежит. Кто-то бежал, а кто-то умер. Зря так бегать, вот. Да. Надеюсь, это тоже был не нуб, а какой-то просто, как его, бот, потому что иначе так умереть обидно, в тупую. Так, еще наркота. Точнее, не наркота, а энергетик. И брони у нас нет.
Какой телефон взять до 50 тысяч, до 50 долларов? Не знаю. Это был бот. До 99%, что бот был. Слава богу. Иначе, ну или слава чего-то там. Иначе меня бы уже убили. Ни брони, ничего. Ничего нет. И мы уже не в зоне. Осталось 20 человек, и я думаю, из них ботов человек 10 максимум. До 500 долларов 30 тысяч, семерку. OnePlus 7, либо Mi 9T, что-нибудь такое. Не забываем прожать лайк. Сегодня у меня день рождения. Я сегодня стримлю по поводу нового аппарата OnePlus 7T Pro. И мы его почти уже посадили за 3 часа ровно. Но, опять же, напоминаю, что это все было в тестах, а в игрушках он садится медленнее значительно. Но телефон по факту значительно больше греется, чем тот же Redmi 9. Притом на сырой прошивке. Он у меня выживал 9 стресс-тестов, он у меня выжил подряд, а этот, получается, на второй стресс-тест уже сказал, что он перегрелся. Я обязательно протестирую его сейчас на втором стриме вечером. Сгорит так сгорит, как говорится. Пока мы вообще в курсе, что стоит его проверить таким образом. И надо взять будет еще один телефон для того, чтобы провести розыгрыш. Мы сможем через ноутбук по колхозному опять. Да. Дальше. Пока побегу на работу. Удачи тебе, Саня. Ссылку на приложение для камеры отправил. Спасибо большое за приложуху. Надеюсь, она мне зайдет. Mi 9 заказал. Может быть, можете меня поздравить. Поздравляю. Мля, кайфого. Ничего не понял. Nokia 3310 за 50 долларов. Даже можно дешевле. Ауцем не нравится мне. Но неплохая она. Я не скажу, что она плохая. Вот. И чего еще у нас интересного? Возвращайся обратно в магазин, бери Huawei, OnePlus все-таки сильно переоцененный смарт за свою цену. Да не согласен я, Дмитрий. Во-первых. Во-вторых, по-моему, телефоны так просто не сдать. Так-то. Мне кажется, я буду его юзать, притом благополучно. Вот. Huawei P30, конечно, был бы тоже неплох. Однозначно неплох бы был. Но купил я этот, и я пока не жалею вообще никак. Тем более, есть о чем рассказать. Тем более у меня... Ага, вот это уже был не бот. Очень-очень нехорошо играть на стриме таким образом, но норм. Так, что мы имеем? Что имеем, не храним. Прям поговорками начал разговаривать, ощущаете? Дальше мы берем... телефон и смотрим, сколько процентов. 9% заряда и проверяем. Последний тест в Antutu. Может быть, у нас он переживет его, но я в этом сомневаюсь. Во всяком случае, стресс-тест на 15 минут он бы вряд ли выжил. Посмотрим, может быть, go вместе следующую катку. Нет, сейчас никаких каток. Сейчас мы благополучно с вами сделаем так, чтобы телефон сел окончательно и закончим стрим. Потому что мне нужно к вечернему стриму подготовиться, плюс заняться сыном. Мне кажется, он там уже осатанел с этим планшетом и уроками. Вот. Трансляция началась 2 часа назад. Не забываем прожать лайк. Рассказываю вам о бренде OnePlus, который делает рюкзак один и много телефонов. Плюс еще делает довольно хорошие наушники, которые конкретно мне нравятся, но многим не заходят. Не заходят они в основном тем, у кого плохие телефоны. Идеально, конечно же, наушники работают с OnePlus, либо с чем-то дорогим. Дальше хочу купить i200 TVS. Можешь подсказать магазин? Николай, у меня есть ссылка в описании к обзору на i500 TVS матовые. Но я не советую никакие реплики AirPods. Еще раз повторяю, 1000 раз готов повторить. Удачи, вернусь на вечерний стрим. Феникс, очень приятно, спасибо. Надеюсь, вечером нас будет больше. Вечером я покажу, что у меня в корзине и что, возможно, я куплю из этого. Так, поставил самые большие амбушюры, стало чуток лучше. А какие амбушюры лучше доп купить, чтобы бас выделился? Любитель баса. Лучше со старых Sonic, Philips'ов, вот чего-то такого, либо пенные купите, если громкости хватает. Что-то я сегодня поздно залетел. Расскажи, что за наушники инсталли. Это OnePlus Bullets 2 и FreeLace Huawei-овские. Вот. И те, и другие на шнурке, и те, и другие мне понравились. А почему я FreeLace положил, я уже даже не помню. До вечера, Лайт. Стоит ли брать OnePlus 7 для гейминга? Конечно.
Теслана, почему нет? Они прям вообще топ, мне кажется, для гейминга. Жаль, что у тебя OnePlus нет беспроводной зарядки, можно как-то приколхозить. Нет, я считаю, что это мазохизм. Во-первых. Во-вторых, когда за час телефон заряжается до 100%, ну зачем вам беспроводная зарядка реально? Что скажешь про Honor 8X? Стоит брать в 2019 или что-то другое? Думаю, уже не стоит. Забыл Mi Air 2. Ну еще Mi Air 2, я думал, что про них у меня не спрашивают. Народ-то не знает, что здесь наушники. Лежит квадратный бокс, и все. Правильно? Так. Что еще? Поздравляю с днем рождения, желаю удачи, новых обзоров и стримов. Спасибо, Александр, надеюсь, вы будете на них приходить, и мы будем на них общаться. Потому что стримы — это всегда хорошо. Вот. Что-то я еще... Сегодня, скорее всего, у меня будет стрим на игрушку от Xiaomi, на машинку. Вот. И завтра, скорее всего, будет стрим на одни из наушников, которые мне... Ой, не наушников, а Bluetooth-колонок, которые мне понравились. А дальше уже посмотрим, что пойдет. Потому что, в принципе, девайсов очень много. Прям крайне много. И я даже, если честно, не знаю, о чем рассказать первым, но точно скоро расскажу о кое-каких Xiaomi-шных штуковинах, которые у меня уже очень давно на обзоре. Что скажешь о Q-Bot? Не знаю, что это такое. Мастер, хорошо, вечером увидимся. Что скажешь о Platronics Backbeat Pro 5120? Ничего не тестировал. Вот. И у кого сегодня какие планы? Пишем. Кто сегодня будет что делать в воскресным днем? И кто какие телефоны, кстати, планирует покупать на Черной пятнице, во время Черной пятницы? Поздравляю с DR. Нет желания протестить ортопедическую подушку. Есть, но не подушку, а специальную штуку на кресло. Если сравнивать OnePlus и Huawei уши, которые на столе, что скажешь, какие понравились больше? Может, не стоит искать OnePlus подешевле? Однозначно OnePlus Bullets 2 100%, даже близко рядом в FreeLace не лежали, хотя они мне тоже понравились. Есть разница в Pro 7 и Pro 7T на глаз? Конечно, они даже визуально отличаются, посмотрите обзоры. У меня нет второго телефона, поэтому вот у меня 7T Pro. Я его брал по характеристикам, мне нужна была стабилизация в камере оптическая, в телевике, и плюс мне нужна, не хотел я каплю. Здесь, видите, без капли, здесь камера фронтальная выезжает, но мне, в принципе, селфи не нужны, я же делаю не влоги, я снимаю технику, поэтому мне все равно, что нет у меня фронталки, я бы ее вообще мог отпилить, она мне не нужна. Вернусь вечером. Окей, Puma, у меня Blitzwolf ES2. Поздравляю вас, и вам они нравятся? Есть разница, 90 Гц реально заметно после 60. Денисовочка, может быть, но я не так долго пользовался, чтобы сказать однозначно. Желаю, чтобы все. С днюхой до вечера, спасибо большое. Высокие частоты отличные, а вот низкие не сильно выражены. А в производительности это монстр, это прям супер-мега крутой телефон. Привет, поздравляю с DR, как тебе в целом впечатление от OnePlus? Положительное, но сейчас я почему-то задумался, что 46 тысяч и еще 6 тысяч было бы Huawei P30 Pro, а может быть стоило Huawei P30 Pro взять, но потом я подумал, а почему нет? Ну, как бы, хороший телефон. Попробую что-то новое. Басов лично не хватает. Кому? Собираюсь 7T про Миша. Так, собираюсь 7T Pro брать, но очень боюсь, что моими кривыми руками разобью его быстро. Может как-то застраховать его или софт гарантии? А у него, в принципе, даже вот если вы в России будете брать, 2 года гарантии. Играть в покер сегодня микромиллионс на старзах. Давайте без рекламы азартных игр. Я конкретно прям совсем против, даже без рекламы. Почему? Потому что каждый выбирает, конечно, сам себе пороки, но это один из самых жестких из разряда того, что у меня очень много денег, я не знаю, чем заняться. Хотя, если для вас это спорт, почему нет? Это тоже мозги развивает. А вот защита от влаги OnePlus 7 вообще присутствует? Официально нет. Защиты от воды официально здесь нет. Что бы выбрал, если бы были деньги, iOS или Android? Я всем говорю iOS, но, наверное, iOS, попробовал бы, но не факт, что она бы мне зашла. Почему? Потому что много очень закрытого, а для блогинга это прям трэш. Там OnePlus уже лучше P30 Pro, или я не прав? Может быть. Mocha Mix. По процессору однозначно, по каким-то другим показателям да, но видите, я пользовался P20 Pro, и мне бы было довольно просто, наверное, перейти на P30 Pro.
Я, скажем, зазомбирован Huawei. Photoshop, конечно, iOS. Вот видите, в фотошопе, но не в телефоне же в фотошопе. Хотя, наверное, он есть и на телефоне. Так, мы уже стримим 3 часа 6 минут. Не забываем прожать лайки. Я думаю, телефон уже практически погиб. 5% у нас осталось. Посмотрим, насколько еще у нас телефон просядет на бэчмаке. И потом протестируем его на 15-минутном стресс-тесте. Наверное, он умрет. Умрет в пладе, сядет. Посмотрим, хватит ли нам 4 минут. Хотя 99% что нет. Asus ROG Phone 2 или OnePlus, как у тебя. Просто выбираю между 3 смартфонами. Но ROG 2, он как бы дороже. Вы сами смотрите. Этот второй идет по тестам Antutu. Но если вы играете часто, вот сейчас я, допустим, играл, и вчера 1,5 часа играл в такую популярную игру, как PUBG Mobile, не тормозит и не лагает на самых максимальных настройках. Как бы так. Покер — это спорт в Европе, Украине и так далее. Да я согласен, что сивуха — это спорт, если вы играете не на деньги. Стоит ли покупать Halo GT1? Да, можно GT2 сразу, Андрей, купить. Там не особо разница. Для блогинга тоже iOS и MacBook — это must-have. Варвар, но я как-то справляюсь на андроиде, ничего. Интерфейс плавный или есть микрофризы? Вообще, Денисочка, не заметил микрофризов. А OnePlus 7 как тут держит заряд? Но пока вот в моих тестах во время стрима он разрядился почти на 100% за 3 часа. Но мы его прям жестко качаем. Я думаю, часов 6-7 при агрессивной загрузке он проживет. Протестил, расскажу. Сейчас покупаю OnePlus. Окей, зачем тогда играть, если не на деньги? КС на интерес называется, потому что деньги надо зарабатывать, потому что когда вы играете, кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает. И понятно, что ваша политика вполне возможно, что выхватить кусок от человека, который глупее, слабее, меньше ему везет, но я старой закалки, как бы, как деньги приходят, так они и уходят. Если вы их честно зарабатываете, они чаще уходят дольше. Так. Вот так у нас просел телефончикус во время тестирования. Конкретным образом 40 градусов, 39,9. И прямо он совсем печальным. Но я думаю, он сам себя уже ограничивает, потому что когда у тебя осталось 5% батареи, то логично, что ты будешь вылетать на места, вон уже 13 место. А вообще 2 место изначально у меня он показывал. Стресс-тест включаем и смотрим, как он не доживет до конца стресс-теста 4%. Думаю, минуты 3 он в стресс-тесте, может 5 проживет. Варвар, Galaxy Note 10 Pro или iPhone 11 Pro? 11 Pro. Можно ли бегать блогером и зарабатывать со смартфона? Ничего не понял, но, наверное... О, есть. Есть снова мы в сети. Пока телефон жив, я не знаю, Wi-Fi глючил. То есть на данном этапе жизненного развития телефон вроде бы выжил. Это я говорю про Redmi Note 8 Pro, с которого я стримлю. Не забываем прожать лайк. Сегодня у меня днюха. Будем считать, что вы таким образом меня поздравили, и мне будет очень приятно. Мор, привет еще раз. Держался до последнего. Еще живой он. Еще живой. Залетай на стрим, пиар, оценка канала. Кьюнар, вы будете просто забанены, как и просто все. Я не знаю, зачем. Вы тратите свое время, это бессмысленно пиарить себя на стримах других каналов. Почему? Потому что здесь в основном заседают мини-сообщество. То есть у меня 100 человек, видите, мини-сообщество. У кого-то оно 1000 человек. На прилевом раскладе это определенный формат. Лучше пилить обзоры, чем сидеть на стриме. Значительно лучше и разумнее. Но, опять же, мне, допустим, приятно пообщаться, тем более в свой день рождения, со своими подписчиками. Денис у меня тоже завис. Держался до последнего. Все. Еще не все. Где OnePlus 7? Вот это OnePlus 7T Pro. Сколько? За 45 тысяч я его купил. На Алишке он 41. Во время распродажи будет, по-моему, 38. У меня 100 человек, Илья, распаковка. Нет, да вряд ли. Он иногда приходит.
Первый стрим получилось посмотреть, разница во времени. Андрей, видите, как хорошо, что я с утра делаю стрим? Тогда я еще вечером сделаю. Наверное, но не обещаю, потому что мне кажется, что моя супруга, которая смотрит его по-любому в поезде кусочно, скажет, что почему ты не занимаешься сыном, поэтому я сейчас пойду заниматься сыном, потом у нас в 5 часов вечера футбол, и вечером может быть. А имеет смысл на текущий момент брать S10+. Я не люблю Samsung, вы уже меня простите, мне нравятся iOS-системы, то есть айфоны, мне нравятся Huawei, мне нравятся иногда Sony чем-то. Теперь нравится OnePlus, но точно не нравится Samsung. Ну, вот не считаю я, что они стоят своих денег. Вася ТВ нет. Ничего не понял, но окей. У нас уже вечер, Казахстан. Защитные стекла мешают сканеру? Наверное, да. Но это как бы, как это называется? Заводское. Я его сниму потом. Что за белая коробка посередине? Это наушники Xiaomi. Я не знаю, почему их положил. Что-то кто-то у меня спросил. Xiaomi-шные прошлые наушники, которые а-ля AirPods, но значительно больше по размеру. И был обзор на канале, можете посмотреть. Мне они понравились. Какая у тебя работа, если не секрет? Артем, я еще раз повторяю, что я инженер радиоэлектронных средств. Я работаю с железом, ну и программной частью. Linux-система там всякая такая. Cure.ru. Я не знаю такой, поэтому я... Не, ладно. Не буду вас блокировать, но сообщение я удалю. Я вроде бы вас разблокировал. Как минимум, Васе, тебе еще нужен нормальный ноутбук. Розыгрыш не был, вечером будет. Вы даже, наверное, не знаете чего, но в этом-то и магия. Главное, у нас есть подписчики, которые знают, и эти подписчики, скорее всего, как всегда, и выиграют. Почему-то по статистике постоянные подписчики в 99% случаев выигрывают девайсы различные. Кстати, будешь что покупать к телефону, стекла, чехлы и так далее? Уже купил несколько чехлов, и на 29-е несколько стекол закажу, всякие такие. Что за часы? Эти Stratos 3, это GT2. GT2 дно, Stratos 3 топ. Samsung в броне корпусе у меня есть, не смартфон. Вот он своих денег стоил. Не знаю, что это, но хорошо. Туда-сюда на столе. Почему не берешь на обзор диспенсеры Xiaomi? У меня есть Сэм Семен, диспенсер Xiaomi на обзоре. Один. Мне, в принципе, этого было достаточно, я им пользуюсь. Что еще купить? 2. Что за наушники посоветуешь? Приоритет вкладыши, сенсорное управление, автономность 3 часа хотя бы. Не FlyPods, не Xiaomi R2. TISA AX есть, и есть топ-5 наушников вкладышей на канале. Посмотрите, там все, в принципе, и дорогое, и дешевое есть. Дальше. Напоминаю, что у меня сегодня днюха. Дальше пытаемся мы убить бедный смартфон, бедный, дорогой, хороший смартфон OnePlus 7T Pro, и он почти уже погиб, 1% у него остался. Мы сейчас увидим, каким образом он, разрядившись, что покажет, скажет «Goodbye, Америка» или еще что-нибудь. 3 часа 14 минут он живет в дичайших условиях, и он молодец. P30 Pro, интересно было бы твое мнение, там камера на обзоре самая веселая в 2019. Я считаю, что да, но мне нравится и на этом телефоне. На P20 Pro тоже нравилось. Приз розыгрыша отправляется по всему СНГ. Моха, пока да, но мне кажется, что я это дело отменю, потому что я уже разорился в прямом смысле на пересылках в другие страны, помимо России. Это прям жесть. Одно дело в Украину отправлять, а другое дело на другой континент. Спортивные уши планируешь тестить для топа? Да, но у меня даже набрались, наверное, топ-5 спортивных ушей, потом сделаю. OnePlus новый, твой новый телефон? Да. OnePlus 7T Plus. Вот. Новый телефон. Сейчас он умрет. Очень жду этого, как и вы. Дальше, что думаешь о наушниках Sennheiser? Думаю, что они стоят нереальное количество денег, поэтому нецелесообразно их покупать. ТЧК. Потому что если вы хотите топовый звук, покупайте проводные. Если вы хотите беспроводные, можете за 20 баксов купить. Особой разницы там прям дичайшей не будет. Море, давай, что, да? Нето плюс Pro. Да. 7T Pro, извините. Ну, у них и плюсов нету. OnePlus 7T Pro. Дальше. Они есть на Али? Да, есть по ссылке в описании. И все есть на Али, по-моему. И говорю, на Али нет только чего-то, вот, что не хайповое. Потому что я считаю, что если человек не продает, если компания не представлена на Алиэкспрессе, значит, у нее какая-то проблема. Потому что на Алишке продают то, что люди покупают, и то, на что люди готовы писать фидбэки. И когда они
соответственно, в комментариях указывают какие-то недостатки, производитель очень беспокоится. Очень много таких фирм наушников, которые продаются не через AliExpress, потому что, ну, очень сложно не через сетевой маркетинг, то есть не через блогеров продать какую-то лабутень, которая реально стоит, стоимость у нее там $40, а ты продаешь ее за 150. Что скажу про Honor AM61? Есть у меня на канале обзор, посмотрите. Норм. Камера лучше, чем у последнего айфона. Не знаю, наверное, по моему мнению, да. Хотя не факт. С днем рождения, здоровья и процветания твоему каналу. Спасибо большое, Вячеслав. На Али можно, а таможенная пошлина что делать? Роман, сначала напишите, чтобы вам как гифт послали. Дальше, супер, спасибо. Сел. Через 5 минут закончу. Посиди еще. Вот. И можешь планшет включить. Вот умничка исправился. Я не понял, про что вы, ну ладно. Дальше. Есть еще вопросы? Если нет, а видео с минусами о смартфоне будет отдельно? Нет, наверное, видео с минусами и будет. Зачем мне хвалить этот смартфон, если плюсы вы и так знаете? Может быть. А может быть отдельно? Наверное, отдельно. Отдельно я его сначала покритикую, а потом нахвалю. Хорошо? Давайте Саню отпустим к сыну. Я сейчас и так уйду к сыну, я просто очень жду, когда он сядет, потому что, ну, как бы разумно дождаться конца стрима, не конца стрима, а дождаться, когда телефон умрет, для того, чтобы благополучно закончить стрим на хорошей ноте из разряда телефон прожил 3 часа 20 минут в агрессивном использовании на стресс-тестах, значит, 7 часов, допустим, в игре он выживет. Я попробую погонять его в PUBG в режиме без остановки на максималках и проверим, сколько часов он сможет выжить. Platronics на Али не продается, это одна из топовых компаний. Нет, я не спорю, так же как Sennheiser на Алишке, по-моему, только на Тмоле, может быть, есть. Спрошу еще раз, а то в прошлый раз стрим пропал. Будет ли обзор на OnePlus 7T Pro? Так это и есть OnePlus 7T Pro. Это стрим на него. Видеообзор отдельно будет, конечно. А кто первый по скорости в мире? ROG Strix. Ну, Asus, в общем. Photoshop, значит, неоднозначно топовая. Не понял. Уши i10 TVS от Arvin знакомо. На 4 PDA хвалит. Андрей, вы можете любые фейки хвалить. Фейк — это всегда плохо. Любая подделка — это нехорошо, потому что это не подделка. У вас нет гарантии на нее. И вы четко понимаете, что это может быть тупо вредно для вашего здоровья. А машинки Xiaomi для стрижки с тестеля, я вам скажу честно, я планирую вот этой детской машинкой сегодня побриться наголо. Я уже 10 лет наголо не брился, и вот эту детскую машинку я сегодня использую для того, для того, чтобы Энхен побриться, и расскажу вам о своих впечатлениях потом в обзоре. Без своей лысой головы. Фига у нас мегастрим шикарно. Я уже все сделал. С днем рождения еще раз. Спасибо большое. Дальше. Пора в семью. Пора, но он еще не сел. Это самый долгий процент. Осталось 5 минут. Ну что, ваши ставки, доживет этот процент на 1% этот телефон? Мне кажется, нет. До конца стресс-теста. Дальше. Что еще интересного у меня будет на обзорах? Давайте расскажу, может быть. А может быть и не расскажу. Рассказать нет. Вот эти проводные уши мне очень сильно понравилось. Доживет. Посмотрим. Но они такие прям женский вариант. Звучание понравилось. Звуковод не особо такой толстенький, но длинный. То есть они прям в ушной канал внутрь заходят очень хорошо. И мне пока очень понравился кабель. Такой плотненький, толстый. Хорошо гнется с одной стороны, с другой стороны не деформируется, когда вы его на любое ухо можно накидывать. Хороший кабель. Вот. И это из проводных, но проводные я буду рассказывать про проводные только когда мне мифовский плеер дойдет. А еще из интересного, опять же, сегодня будет игрушка от Xiaomi, если я добью ее. И завтра, может быть, но скорее всего, да, я расскажу о очень интересных колонках. У меня бультерьер бегать на улицу, в мороз собрался. Ну а почему нет? Его нельзя выпускать в мороз, варвар. Процесс бритья видео будет? Нет, я думаю, не стоит. Это какой-то трэш. Мне очень странно, когда люди показывают, как бреют лицо, либо бреют голову во время тестов. Если делать, мне кажется, это, то на стримах. То есть, когда ты уже прям совсем хайповый блогер, то почему нет? Но это интимный чуть-чуть процесс, это как зубы чистить на камеру. Перебор это. Мне себя жалко. Да ладно, варвар. Что нам, кабанам? 7 Pro продержится 7 часов экрана. Сейчас смотрим, может быть.
Пока он на 1%, на 3% практически полностью отработал стресс-тест. Но вот этот процент последний как-то самый крепкий у него. Пока молодец. Дальше что еще? Энхеновскую бритву может... Ну, я не знаю, что можно, точнее, о машинке для стрижки рассказать. Что она бреет, что Type-C-шный вход. Может, что воды не боится. Она тем более для детей. Но брить я буду взрослого, получается. Залипаю бывает. Залипаю. 6,5 держит в играх стабильно. А у вас 7T Pro стелс? Круть. Проверим. Realme просоветуешь? Realme не тестил, поэтому советовать не могу. 7 Pro просто. Но я думаю, 7T-шка должна также примерно. Потому что 7T Pro точнее. То есть у них примерно автономность одинаковая. По заявлению производителей 7-8 часов. В идеале, если PUBG, наверное, на максималках, если у вас Wi-Fi и не отходя от кассы, думаю, 6,5 он должен жить. Закажи дешевую Bluetooth-колонку Xiaomi. Окей, попробую. У меня, по-моему, несколько было. Они не особо заходят, людям не особо интересно, потому что за те же деньги можно купить ту же Мифа. Вот. И у мифовские колонки вроде бы лучше. Либо JBL-ки за 1000. Как для тебя, так и на рынке вообще. Ну, спасибо, Стелс. Буду теперь знать, что есть подписчик, которому OnePlus кажется самым лучшим. Вы, кстати, не единственный. И многие мне писали, купи OnePlus, поэтому я, наверное, купил. Я повелся на мнение большинства и, наверное, не прогадал. Почему? Потому что, несмотря на все недостатки, это, во всяком случае, хотя бы интересный телефон. Когда я думаю о P30 Pro, он как будто, не знаю, в каких-то рамках. Вот. Трансмарт колонки кто-то выиграл? Нет, у нас еще розыгрыша, еще варвар не было на них. Будет колонки на Трансмарт, а сейчас будет обзор на i9 1000 ТВС и i20 1000 ТВС. И Mi 9T крутой. Ок, все, не дожил. Не дожил 3%, получается, 4 до стресс-теста. Телефон сел. Последние данные по температуре 40 градусов. И, в принципе, прожил он, получается, у нас 3 часа 23 минуты во время стрима, во время всяких тестов. Mate 30 не вариант брать без Google сервисов. Да, вот меня это и смутило, поэтому я и не купил Mate 30, потому что без Google сервисов это такое себе удовольствие. P20 Pro стоит ли брать сейчас? Если бэушный за 20-ник, да, если он свеженький. Если нет, то, мне кажется, не стоит. Просто вспомнил, мне понравились. Ладно, давайте заканчивать стрим. Спасибо всем, кто был. Не забываем прожать лайк. У меня сегодня днюха. Может быть, вечером стрим будет, может быть, нет, не обещаю. Скорее всего, будет, я постараюсь. Вот, диод уведомления нет. Здесь по бокам такие мигания настраивается при оповещениях. И что? Телефон мне понравился, если вот подытожить. Спасибо, что посмотрели стрим. Еще раз спасибо за поздравления. Не забываем подписываться. Кому хочется, становитесь спонсорами, буду благодарен. И пишите в контакт, что еще купить. Попробую купить на распродаже вечером. Может быть, расскажу, что я планирую на распродаже 29-го взять. А может быть, нет, посмотрим. Итак, 3 часа стрима, это прям бодряк. Всем добра. Заканчиваем стрим. Сейчас я попытаюсь это сделать впервые, наверное, на канале адекватно. Еще раз спасибо, Варвар, счастливо, Игорь, счастливо, Андрей, счастливо, Стелс, счастливо, Рузачик, счастливо. Думаю, сегодня встретимся, поэтому прощаться не буду.